Здравствуйте, уважаемые господа. И мы начинаем наш вебинар пятничный. Хорошо доехать. Спасибо. Он у нас сегодня будет необычный, это начало года, и хотелось бы что-нибудь для вас бесплатно сделать. И я обещаю, что я сегодня сделаю что-то глобальное и много раз бесплатно. Татьяна Чертова, добрый вечер, друзья. Андрей Андреевич и Сонечка. Сонечка, добрый вечер, моя любимая. Ты, наверное, есть здесь? Юлия, дорогой Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, от чего постоянно сильная зевота, состояние утомленности и неуверенности? Хочу приехать на морской курс, но сомневаюсь в себе. Вы сейчас описали свое повышенное давление. Я уже говорил об этих симптомах. Вот смотрите, как делают люди. У меня очень тяжелое состояние. У меня усталость, зевота, я чувствую себя плохо. Может быть, мне кофе выпить? И после этого человек выпивает кофе, а у него при этом уже давление. И после этого, ну что ж такое, кофе попью, немножечко мне хорошо, а потом после этого снова еще хуже. Друзья мои, вы подняли давление до критических моментов, но оно у вас уже было очень в критическом состоянии. Потом выпили кофе, вас стряхнуло, выделился адреналин, там еще как-то в стрессовой такой ситуации вы пробыли, и после этого вновь кофе. Я хочу вам сказать, сейчас зима, зимой сумасшедшие перепады температуры. Ночью, вот в Киеве было вчера ночью, там -7, а днем было +4. Получается разница температур. Из-за этого у человека происходит отек, также спазмируются сосуды, и после этого появляется давление. А вы кофем поднимаете свое настроение. Чего делать не стоит. Не кофем, а сном крепким, а перед сном теплое молоко. Анна Ром. Андрей Андреевич, у меня будет свой персональный бизнес. У каждого человека, кто хочет персональный бизнес, он может быть. Я уже рассказывал о том, что можно дома купить курицу, после этого почитать, как сделать в домашних условиях куриную тушенку, после этого закатать в баночку, приклеить бирочку и после этого на базаре продать. Думаете, не продастся? Я могу спорить на 100%, что продастся. У меня был друг, я ему посоветовал делать аджику. Он нашел 100 рецептов аджики и сейчас очень успешно продает эту аджику уже в 2 странах. Вы представляете, оказывается, так кажется, что так сложно все, а на самом деле это совсем не сложно. Все не сложно. Ну, конечно, сложно, наверное, там производство калийных удобрений каких-то там, или там, я не знаю, установки по переработке какого-нибудь там силиката, алюминогеля, там, в какой-нибудь там еще компонент, знаете. Но мы же не лезем туда. Вы из какого города? Ага. Добрый вечер, привет с Урала. Ответ. Вы из какого города? Отлично. Азы Есим пишет. Доброго здравия, товарищи. Одесса присоединяется. Ну, аминь. Виктор Одинцов. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вы относитесь к теории Дарвина о происхождении человека? Я не участвовал в этом. Ничего с этим сделать не могу и не разделяю. И разделяю. Существуют закрытые теории происхождения человека. Одна из них называется закрытая теория микробиологическая. Оказывается, микробиологическая теория – это теория, согласно которой люди, которые начали в свое время исследовать клетку человеческого организма, попытались эту клетку высеять в блюдцах Петри на какую-то среду. И после этого не просто клетку, считалось, что в самой клетке находится ядро, там цитоплазма, и после этого там находится ДНК и РНК. И считалось, что эта цитоплазма, в которой находится ДНК и РНК, это цитоплазматическая жидкость, которая занимает 80% самой клетки, это натрий или калий, натриево-калиевый насос, или же еще что-то. После этого решили взять из этой клетки эту цитоплазму достать. То есть уже было такое оборудование, которое изъяло цитоплазматическую жидкость, которая находилась в этой клетке в нашем организме. После этого эту жидкость рассеяли и этой жидкостью смазали питательные среды. И вы представляете, из этих клеток начали вырастать совершенно другие клетки, не соответствующие клеткам нашего организма. То есть
появилась идея. Эта идея называется идея прототипов. Что это такое? Оказывается, человек носит геномы абсолютно всех животных и растений, которые есть на Земле. Почему? Если бы этого не было, то тогда, что бы ни съел человек, ему бы ничего не подходило. А так как все он может переварить, а он может переварить это только потому, что он сам из этого состоит. Вот смотрите, к глине глина прицепится. Почему? Потому что она глина. Если в песок насыпать песок, он станет песком? Станет. Почему? Потому что он песок. Точно так же с человеком. Если человек песок, то если в него добавлять не песок, то тогда это будет видно, и, скорее всего, песок не смешается. Точно так же вот с человеком. Ну, я понимаю, что это очень утрированно и где-то, может быть, нелепо звучит, но человек является элементом, который родился идеальным. А из прототипов клеток человека было сделано все, что вокруг нас находится. Понятно? Все, что находится, это сделано из одного человека. Поэтому я склоняюсь все-таки к этой теории. Я считаю, что сначала появилось готовое создание, которое называется человек, которое было внедрено каким-то образом на эту планету, кем непонятно, и после этого именно из человека были созданы особи, которые вокруг нас находятся. Естественно, из нас сделали одних особей, которые находятся, они в свою очередь эволюционировали, но все эти особи, они запрограммированы и находятся в клетках человека, в клетках. Поэтому когда-нибудь, скорее всего, найдутся те люди, которые смогут изъять все начальные прогеномы, которые находятся в наших клетках, и обогатить и флору, и фауну этой планеты во много раз. Потому что, скорее всего, то, что умерло, умерло не навсегда. Поэтому, скорее всего, это найдется. Такая теория тоже существует, но о ней никто не говорит, хотя она, в свою очередь, когда-то создала целое революционное направление. И те люди, которые говорили об этом, очень пострадали. Я недавно пытался, ну не недавно, там года 2 назад, пытался найти фильм, который когда-то сняли в Краснодаре, по-моему, как раз который освещал данный вопрос. И там интервью знаменитого генетика, который очень долго это все изучал и так далее. Но после того, когда это было выложено, и я хотел в очередной раз найти это видео, то я этой информации не нашел. Сейчас почему-то эта информация полностью исчезла. Раз она исчезла, значит, в ней есть какая-то истина. То есть про инопланетян есть, значит, можно не верить. А если бы исчезло все об инопланетянах, значит, они бы существовали. Точно так же любая информация, которая достоверная, которая может повлиять на чье-то обогащение или на характер социума, это обязательно должно изыматься, естественно, чтобы социум не изменял свое направление внушения, чтобы социумом можно было с легкостью управлять. Добрый вечер. Опять-таки говорю это просто как человек, который не может доказать то, что это именно так. То есть это моя идея, но я не доказываю, что это так. В общем-то, как невозможно доказать, к сожалению, теории всевозможные, которые есть. То есть можно ли доказать однозначно теорию Дарвина? Ну, можно одновременно и с какой-то позиции, там, с позиции биохимии клетки, с позиции там, нестыковок видов, там, ну, до конца она, конечно, не идеальна, знаете. Правда ли, что частота звука 432 Гц благоприятно влияет на организм? Что сейчас целенаправленно эту частоту меняют на 440 Гц в музыкальных произведениях, чтобы отрицательно влиять на психику человека. Боже, где вы это находите вообще? Вам не хватает ужасов в вашей жизни? Каждого ребенка чипируют. Ему вводят чип в волос глаза, и он его вырвать не может. Проверить. Пусть все волосы выпадут, но один будет торчать. Вот он и есть самый главный, запрограммированно зачипленный. Я вам могу сказать, что это все ерунда. Никаких чипов в человеке нет.
Я вам могу сказать, что никто не чипирует. Мужчину я видел недавно, он такое интервью выложил. Я купил штаны, и в этих штанах вот одна бирочка, вторая бирочка, и вот она третья. Здесь кубический знак зла. А также здесь специальный микрочип стоит, и дальше начал светить фонариком. А там действительно чип. Он глупец. Почему? Он бы подумал, как эти штаны продавать в магазине, чтобы их не воровали. Правильно, ведь магазины, штаны, которые продаются в магазине, их воруют, по идее, воруют. Так нужно как-то это охранять, нужно, поэтому нужен какой-то инструмент, особенно у спецодежды, которая 3 рубля стоит. Поэтому в Китае придумали систему нанесения вот такого чипа, который магнитится в любом супермаркете, его вынести нельзя. То есть его намагничивают, и он начинает реагировать на тот момент, когда человек хочет их украсть, эти штаны. Это есть и в штанах дешевых, и в одежде дешевые футболки. Но при этом он говорит, нет, это зло, это чипирует людей. Вот так оденешь эти штаны, и после этого хоп, у тебя инфаркт, инсульт миокарда. Инсульта миокарда не бывает. Поэтому могу сказать, хотя может и бывает. Поэтому могу сказать, что не нужно верить в это все. Почему? Я за свою жизнь и за свою практику принял очень много людей. Боже ж мой, товарищи, каких только у меня не было. У меня говорящие с инопланетянами, сворованные инопланетянами, живущие с инопланетянами, дети инопланетяне, но носящие лицо человека. Причем ребенка, когда привела, я понял, что он действительно инопланетянин. Потом я сама инопланетянин, но я забыла. Там была женщина, мне открыл Полиенко все виды ясновидения. Теперь я могу видеть прошлое, настоящее и будущее. Я ей сразу говорю, так давайте просмотрим номер кредитной карточки Петра Алексеевича Порошенко. А что, сейчас все повводим, деньги снимем, напополам поделим, а что, не обеднеет. Или там Владимировича Вольфовича и так далее. Все. А что нет, правильно? Так, ну, он не заметит, а мы порадуемся. Я это не могу, но я могу сказать, что вот на этом месте, где мы сейчас находимся, через 10 тысяч лет будет океан. Боже, какая полезная информация, знаете. Я говорю, и ради этого сколько вы занимались? 5 лет, 5 ступеней там и так далее. Я говорю, и много денег, ой, много. Теперь закрыть не могу. Теперь закрыть не могу. Я говорю, так там ничего не открыто, чтобы можно было закрывать. Андрей Андреевич, но я от этого страдаю. Там темные сущности меня преследуют там, и так далее. Я говорю, ну так вам надо просто не ко мне, вам нужно обратиться за консультацией к правильному врачу, психиатру, пусть он вам все-таки поставит правильный диагноз, полечит, успокоит, там, аминозин какой-нибудь уколет, циклодол, чтобы галлюцинации закончились. А потом уже будем разбираться с 3-м глазом и так далее. И такого добра так много, я вам говорю, были такие, которые шептали, орали. У нас был даже человек такой и женщина, которая приходила и после этого заходила там, где мы моем руки, и какала в умывальник. И вот когда она приходила, я сразу же говорил, девочки, идите туда, она сейчас, не пускайте ее туда. И ей говорили сразу, наш умывальник закрыт. Она говорит, да, я хотела руки помыть, не надо. Потому что мы несколько раз промахивались, когда вы руки мыли, и потом какашки оттуда выковыривали, неудобно, знаете. Я помню, там девочек-администраторы офиса, они палочкой проталкивали, вот так стояли. Я говорю, как же она туда залазила? Ну ничего, на носочки становилась, там ногами упиралась, я не знаю, как это. Да ужас вообще. Вы представляете, мы здесь все сидим, у нас открыты книги, никто не обращает внимания. Облика морали, знаете, место приема больных людей, врач сидит и так далее. У нас стабильно каждую неделю 30 книжек воруют. Я сегодня посчитала за эту неделю 12 книг. За эту, ну вот чуть-чуть соврал, за эту неделю украли 12 книг. Ну вот почему? Капец. Ну почему? Пришли, но они же не твои. Ну, там дайте посмотреть, после этого тихонько, хоп и нет. А сколько словила, и вот зачем вы взяли эту книжку? Там жена отдала, а муж спрятал тихонько так.
типа никто не видит, после этого получил бесплатно консультацию и уходить. Но подумал бы, у меня же не государственный кабинет, у меня частный, это за мои деньги напечатанные. Ты пришел ко мне бесплатно, еще и у меня своровал. О чем говорить, у нас на морском курсе такое было. То есть на морском курсе Соня стояла, зашло там 20-30 человек, после этого вышло, пересчитали серебряные талисманы, минус 30. Там после этого посчитали там товар какой-нибудь, уносили даже, я не знаю, там вот такие банки с каолином там или еще с чем-то. После этого я говорю, вот с этого момента будет так, вот кто забрал, мне же нужно либо пережигать ту энергию, которую я забираю у людей, либо куда-то сбрасывать. Так мне легче сбрасывать. Поэтому кто взял эти баночки, я буду просто на вас сбрасывать это все, а вы уже там кушаете, здоровеете и так далее. Так быстрее сможем отработать. И все. После этого вернули на следующий день. Подбросили. Четки. Янтарных четок было там штук 50. После этого Соня приходит, говорит, Андрюша, мне неудобно тебе говорить, но у нас 10 осталось. Я говорю, а остальные 40 исчезли. Я говорю, вот наторговала ты, моя любовь, видишь. Заработали денег. Андрей Андреевич, как вы относитесь к Джулии По? К ее нумерологическим прогнозам? Не знаю. Я не знаю Джули По, не знаю ее прогнозов. Хорошие книги пользуются спросом, правильно. Хорошие книги пользуются спросом, поэтому они и исчезают, потому что они интересны. Но это тоже хорошо. Я могу сказать, что не было ни одного человека, который бы пришел и попросил, и я бы ему не подарил. Ну вот почему человек хочет своровать, а не хочет попросить. А если бы сказал, у меня нет денег подарить, я бы подарил. Оксана, вот хоть раз было, что я отказал кому-то? Всегда всем человек приходит, говорит, у меня нет бутылочки, там, я очень хочу, но денег нет, дайте, на. Почему? Почему люди умудряются своровать? Ведь это потом, так тяжело с этим потом жить. Ты все равно будешь об этом помнить. Зачем? Это человеку 82 года, ему скоро умирать, украл книжку. Ну что это такое вообще? Еще и плохо так себя чувствует. Еще и у врача, который не взял с него ни рубля, ничего не назначил, дал кучу рекомендаций, и после этого у него украсть книжку. Ну ужас какой, как не стыдно. Подскажите, пожалуйста, чтобы женить мужчину, какой обряд нужно провести? Рассказываю, берете этого мужчину и как можно чаще с этим мужчиной занимаетесь сексом. Как можно чаще, и все, ему конец. Почему? Я вам говорю это серьезно. Если хотите женить на себе мужчину, как можно чаще занимайтесь с ним сексом. Почему? Такой мужчина уже не сбежит. Почему? Мужчина ищет в женщине возможность заниматься сексом. Когда женщины думают, что мужчина ищет женщину, хороший характер там и так далее. Нет, вы ошибаетесь. Мужчина прежде всего ищет себе, как ни странно это звучит, полового партнера. А женщина ищет себе хорошего мужа, умного собеседника, богатого там человека. И вибрации не совпадают. То есть она приходит, говорит, ты какой собеседник? Он хороший собеседник. Говорит, у тебя есть? Конечно, есть. Что он у нее должен спросить? Какая ты в постели или как? Ну вот поймите сами, то есть это нестыковки совершенные получаются вообще. То есть если мужчина ищет полового партнера, а женщина хорошего мужа, то какие божьи силы их соединяют? Вообще до сих пор непонятно, понимаете? Поэтому как можно женить? Нужно быть умнее. А что значит быть умнее? Ладно, пришел, раздевайся, ложись, все. Тогда шансов больше, честное слово. Просто люди не понимают, что мужчина ищет интимные отношения, потому что по-другому просто не нужно все остальное. Почему? Вы что думаете, мужчина ищет женщину, которой он хочет отдать деньги? Или вот подумайте сами. Или он хочет женщину, которую он должен потом всю жизнь кормить, одевать, там, спонсировать, инвестировать, лечить, я не знаю, там, возить куда-то. Он мечтает об этом или нет? Ну нет, конечно. Нет, а женщина как, вот найду, и он будет меня возить, спонсировать и так далее, лечить и так далее. Но он об этом не мечтает. Она говорит, он плохой. Почему? Он не инвестирует, не спонсирует. Ну и, наверное, там ничего между нами не будет. Ну, конечно, ничего не будет. Поэтому и не будет, и он не будет ни инвестировать, ни спонсировать, ни все остальное делать. Мужчины об этом не думают и не мечтают. Они не видят в женщине ни какая умная, ни как можно поговорить, ничего такого не видят. Почему? На первое место ставится, чтобы лицо было красивое, чтобы
там еще что-то совпадало, и после этого постель, все. Вот такие мужчины честные. Понимаете, вот такие мужчины честные. То есть, а женщины, они начинают думать так. Я не говорю, что женщины бесчестные. Они тоже честные. Они говорят, я хочу выбрать умного, работящего, хорошего, думающего, хорошего отца для моих детей будущих. Хочу, чтобы он там еще какой-то был. То есть, вы по-другому говорите, мне мужчина нужен, чтобы он в дальнейшем работал на меня, создал семью, я ему рожу детей и так далее. А все, и я только буду торговать своей красотой. Все. Вот он встает, я красивая, на этом все закончено. Главное. Теперь он меня увидит, после этого отдаст все деньги и будет моим рабом. Конец. Ну, понимаете, как это звучит? Это же не стыковки совершенно. То есть, что нужно сделать, чтобы он женился на мне? Спите почаще. Вот конец, представляете? А уже начали спать, проверяйте, где он, потому что мужчина как собачка, знаете, вот выглядит это так. Собачку начинаешь кормить, и она делает так, ой, мясо, 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 ой, муха, 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 ему мясо, мясо, ой, мясо, мясо, точно, точно, мясо, 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 ой, ой, кто там гавкает, мясо, мясо, ой, точно, мясо, мясо. Также и мужчина, он весной вышел, и у него там муха, 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 ой, ой, гав, 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 что ж такое. Ему надо сразу по телефону дзын-дзын, мясо, сосредоточься. Гриша, сосредоточься. Ты где? Я уже на подъезде домой. Давай, давай, стартуй домой уже быстро, все в порядке. Почему? Сосредотачивайся. Почему? Вы же понимаете, что... Вы же все понимаете. Пожертвования внес. Отлично. Выходите из этого вебинара. Добрый вечер. Ездил на заработки. Все указывает на то, что пора все менять. Отлично, правильно, давно пора. Не могу понять, с чего начинать и в каком направлении двигаться. Просмотрите, пожалуйста. Все будет получаться, если заниматься чем-то профессионально. Я вам хочу сказать, что ничего не получится, если делать это как все, и если это делать, что попало. Вот смотрите, у меня есть знакомая. Да, у меня есть знакомая. Эта знакомая, ей родители оставили имущество, она познакомилась с мужчиной и решила, что она хотела бы заниматься грузоперевозками. Но никогда об этих грузоперевозках ничего не знала. Мужчина говорит, я тоже водителем работал, я все знаю о грузоперевозках, сейчас как начнем возить тут, заработаем кучу денег. После этого они продали одну, извините, или две квартиры, у них в общей сложности получилось 120 тысяч долларов. Они на 120 тысяч долларов купили или 5 машин, или 6 машин, которые занимаются грузоперевозками. И после этого отремонтировали эти машины, сделали все, поставили какой-то там киоск, который принимает заказы, и на этом все закончилось. То есть она там целый день сидит, а потом обращается ко мне и говорит, Андрей Андреевич, вот решили заниматься грузоперевозками, и никто у нас грузы перевозить не хочет, не получается у нас. Что же нам делать? Может быть, нам пошаманить там что-то или что? Я ей говорю, вы когда-нибудь грузоперевозками занимались? Она говорит, нет. А мужчина ваш занимался? Нет, но он все об этом знает. Что он знает? Как за рулем ехать и как пихать перед светофорами? Что он знает? Нет, но он знает, что такое грузоперевозки. Ну и что это? Что это такое грузоперевозки? Ну, надо у кого-то товар взять, потом перевезти, на этом деньги срубить. Вот это называется грузоперевозки. Хорошо. А как делается реклама? Каким образом вы находите клиентов? Как вы обрабатываете клиентов? Кто эти деньги берет? Как они вас находят? Кто вот этим будет заниматься? Вот ответьте на эти вопросы. Она говорит, ну мы же этого ничего не знаем, но тогда у вас получится или нет? Так что нужно делать? Я ей говорю, нужно этому обучаться, раз уже у вас машины есть. А что этому учат? Конечно, есть автотранспортный институт. Есть целые направления такие, которые обучают, где искать целевую аудиторию, где клиентура, кому нужны эти грузоперевозки. Так что нам теперь в OLX объявление написать и его в топовую страницу привести? Я говорю, ну все, понятно, все. Мы уже можем дальше не разговаривать. Почему? Вы вообще не тем занимаетесь. Так что нам машины продавать теперь?
Ну так сказано же тебе, иди учись, найди, значит, специалиста, который тебе объяснит, где искать. Иди в компанию, устраивайся в компанию, которая занимается грузоперевозками, на полставки уборщицей, посмотри, как у них это все устроено. Я говорю, а сколько у вас человек работает? 5 шоферов и я как администратор. Я говорю, так не будет, потому что и начал ей писать на листочке, рисовать вот такую картинку. И вот это объединяет, там, карту разрисовал ее на клеточке. И говорю, вот так маршруты эти меряются, после этого маршрут прокладывается, после этого узнается, кто по этим маршрутам ездит, там, и вот у таких людей можно узнавать. И вот это все должны работать люди так. Вот это колл-центр, вот это там человек отвечает за то, чтобы постоянно маршрут был занят. Этот занимается информацией. Это 5-6 человек должно на тебя работать. А насколько? 5-6 человек. И им надо зарплату платить. Да, как ты хотел. А ты думала, на 200 тысяч купила машины, все, у тебя очень хорошо все получится. Ты же никогда этим не занималась. Почему вдруг у тебя должно получиться? Знаете, я всегда задаю такой вопрос. Когда человек ставит киоск и в этом киоске начинает продавать обувь, он специалист в продаже обуви? Нет. А специалист в открытии киосков? Нет. А специалист вообще в продажах? Нет. А продавцы в продажах? Нет. А люди, которые идут возле киоска, им эта обувь нужна, мы не знаем. Чего ты туда полез? С чего нужно было начинать? Нужно было начинать с того, что нужно было прийти и посмотреть, как работают успешные. Правильно, в интернете поизучать эту тему, углубиться, может быть, устроиться даже на работу кому-нибудь. Это ж все вот, это ж все на виду получается. Невозможно научиться, не умея. То есть, если ты не умеешь, ты не научишься. Я всегда говорю, обучайся, действуй, действуй, обучайся. Потом, когда начальником, эксплуатируй, ставь цели, требуй их выполнения, или ставь задачи, требуй их выполнения. Понимаете? При этом сам обучайся. Почему? Для того, чтобы потом можно было обучать своих сотрудников. Понимаете? Вот так это все устроено. Если ты уже вынужден не работать и вынужден быть руководителем, тогда нужно обучаться, понимать, что такое стратегическое планирование бизнеса, понимать, что такое денежные потоки вообще, понимать, что такое, наверное, инвестирование в эпоху вот такого тотальной деградации или там в эпоху тотальных невыплат и так далее. То есть это же все, этому всему можно обучаться, понимаете. А там чем мне заниматься? Человек может заниматься всем чем угодно, совершенно, всем чем угодно. Он может взять, допустим, товар из таких интересных товаров, вот последнее время, который я видел, это там, допустим, на китайском сайте, это товар, который называется кольцо для похудения на ногу. Это ж так интересно, слушайте, силиконовое кольцо с какой-то батарейкой одевается на большой палец правой ноги. После этого человек, по идее, от того, что там программа какая-то записана в этом кольце, должен худеть. Это уже похоже на обман. Уже похоже на обман. Тем не менее, их закупочная цена $1,5. Купили 10 тысяч штук или 1000 штук, получается, заплатили там $1500. После этого привезли, сделали лендинг, запустили там тизерные сети или поток через Facebook, так чтобы люди по вашим Instagram, да, и начинаете собирать людей, которые заходят на этот лендинг, и после этого покупают, и все. И вам нужна теперь только логистика. То есть вы должны отвечать на звонки, отправлять и все. Скажите, сильно сложно? Сейчас бизнесом заниматься так легко, как никогда. Ну, бывает и так. Итак, скажите, пожалуйста, вчера мальчик приходил, они продают, девочка сегодня, Юлия, приходила, она продает книги, которые переводит на английском языке на Амазоне. У нее не было на протяжении года ни одного дня, чтобы она продала, вернее, ни одного месяца, чтобы она не продала на сумму от $500 до $1000. То есть можно ли... Она сидит дома с ребенком, и ребенок маленький, она его в садик отводит, из садика забирает, естественно, потом мужа обслуживает, потому что все в квартире живут. И у нее стабильный доход. Смогла же это сделать? Смогла. Вчера мальчик приходил, говорит, я специалист в области продвижения товаров в сети Amazon.
у меня предложение, я хочу там процент такой-то, ваш товар вывести на Amazon, там этого для вас продавать, вы согласны, хотите, если хотите, то через 3 месяца после там мной проведенной какой-то политики, аудита, еще чего-то, ну, я могу прийти с предложением там правильной работы. Понимаете? Вот вам и темы. Специалисты. Что нужно вам делать вот тому человеку, который задал вопрос, чем же мне заниматься? Вы должны знать, самое простое – это услуги. То есть сделать массаж и вырвать волосы гораздо легче, чем сделать резбленную деревяшечку, которую нужно потом кому-нибудь продать. Потому что если ты не умеешь, и у тебя нет навыков, как сделать резбленную деревяшечку, то этому нужно обучаться долго. А времени очень часто нет. То есть, что нужно сделать? Нужно взять, допустим, самое простое – это взять и научиться там, сделать массаж, вырвать волосы, приклеить ногти, там, приклеить ресницы, вырвать волосы, приклеить волосы, там, ну и так далее. Это услуги. Или услугой может являться там, показать квартиру, сдать квартиру, но здесь уже нужно обучаться. Дальше. Это самое простое, что есть. Второе, более сложное. Нужно уметь что-то делать. То есть там пришел, приварил, деньги получил. Или пришел, отломал, деньги получил. То есть нужно сказать себе, что я умею делать. Если ответ такой ничего, то нужно поставить тире и сказать, самое важное для меня тире – обучение. Обучение чему? Тому, что бы я хотел делать. Итак, что я хочу делать? Определите, вы хорошо разговариваете, нравится, как вы разговариваете, людям нравится, как вы разговариваете. Вы хорошо разговариваете, все, вы можете обучаться быть продавцом, вы можете быть человеком, который может там что угодно продавать в магазине, там квартиры, я не знаю, там что-то еще. То есть у вас, видимо, есть дар вот такой. Если это не подходит, и вы всю жизнь занимаетесь психологией, то вам нужно проводить коуч-миссии какие-нибудь, быть спикером в интернете, создавать инфобизнес и так далее. Сейчас все ударились в инфобизнес очень напрасно. Почему? Это очень сложный путь, и зарабатывать на нем могут единицы. А вот вложить в него нужно достаточно большие деньги. И сейчас это уже видно. Когда вы заходите и начинаете выбирать кого-нибудь, то вы выбираете блогеров, которые на хорошие камеры снимают, с хорошим оборудованием, у которых есть свет и все остальное. Уже не хотят смотреть кого-то, кто из трубы где-то там что-то выкрикивает, хромая на одну ногу там, и не имея 2 передних зубов. Понимаете? То есть это уже законченный этап такой. Чем заниматься? Автомобильными перевозками очень хорошо заниматься тому человеку, кто внес пожертвование. 2018 год можно проводить денежные ритуалы на полнолуние. В 2017 нельзя было этого делать. И в 2018 тоже нельзя. Потому что Меркурий в Луне очень часто, это нехорошо. Вообще эти 19 лет ритуалы с Луной лучше не проводить. Вот с 2001 года, вернее с 2000 какого там 14, 15, 16, 2016 года и вот плюс 19 лет лучше не проводить. Почему после каждого заклинания идет отрыжка и зевота? Энергии начинают работать. Андрей Андреевич, добрый вечер. Расскажите подробнее, что необходимо делать перед дыхательными практиками, чтением мантры и заклинаний. Вы рекомендовали заклинания для исцеления читать вечером. Подскажите, а глаза закрывать или нет? Смотрите внимательно семинар. Там я говорю, что всегда человек читает исключительно с открытыми глазами. И вечером с открытыми, да. И даже с выключенным светом все равно с открытыми нужно читать. Не нужно заморачиваться, когда читать, нужно заморачиваться, читаете ли вы с открытыми глазами или нет. Заклинания нужно читать все и мантры только с открытыми глазами. Если глаза закрываете, эта энергия работает от вас. То есть вот смотрите, я закрываю глаза и начинаю читать мантру денег. Все, теперь я деньги теряю, конец. Зачем мне тогда с закрытыми глазами читать мантры денег? Глаза закрываете, энергия от вас уходит. Почему? Вот смотрите, вы спать ложитесь, у вас плохие мысли. После этого глаза закрыли, проснулись, мысли лучше. Тогда они куда делись? Они ушли. Почему? Потому что у вас глаза закрытые были. Поэтому, вот смотрите, когда человек горячее, когда у него закрытые глаза, он спит, или когда он с открытыми глазами и сидит,
или лежит. То смотрите, человек заснул с закрытыми глазами, потрогайте его, он всегда будет горячее, чем человек с открытыми глазами, лежащий на кровати, и тоже отдыхающий. Почему? Потому что когда человек закрывает глаза и переходит в состояние сна, из него энергия выходит, включая тепловую энергию. То есть из него тепло выходит. Тепло – это же тоже энергия. Поэтому если, когда человек спит, из него тепла выходит больше, именно поэтому даже летом хочется укрываться. Почему? Человек, когда спит, теряет больше тепла. Поэтому, когда вы закрываете глаза, вы теряете много энергии. Поэтому человек, который днем натрудился, вы же слушали кого-то, эта информация является энергией. Чувства какие-то приходили к вам, вы еду принимали, кушали, это тоже энергия. Электромагнитные какие-то излучения были. Вы на протяжении дня накапливали своего рода различную энергию. Теперь она должна между собой как-то соединиться, перевариться, и что-то из нее должно получиться. Когда вы ложитесь, из вас энергия выходит. Когда вы сели и открыли глаза, то вы начинаете энергию накапливать. Естественно, я же хочу деньги привлечь в жизнь, поэтому, читая мантру привлечения в жизнь денег или материального благополучия, я притягиваю в жизнь. А защитные мантры как читать? Что надо, глаза закрывать или нет? И это же защита, надо всех отогнать от себя или как? Так вот, защитная мантра от слова «защитники». Поэтому, когда вы читаете защитную мантру с открытыми глазами, то находится большое количество людей, которые будут для вас защитой, а не оттолкнет что-то от вас. Поймите это. Поэтому даже защитные нужно читать тоже с открытыми глазами. Понятно? А не закрывать их и защищаться от всего мира. Поэтому хоть денежные мантры, хоть не денежные мантры, хоть защитные какие-то, от злых существ, отгоняющие, все равно с открытыми глазами. Надеюсь, понятно исключительно всем. А ОМСО тоже закрыт? Нет, вот ОМСО можно с закрытыми. Почему? Когда человек ОМСО, это чистое подключение к энергии школы, и там не отдается, не принимается, эта энергия идет через спицу фуриока, а это совершенно другое. Провожу месяц вашей практики, мантры, коды, доход увеличился в 2 раза. Но на этой неделе все остановилось. Нужно ли продолжать или остановиться на некоторое время? Спасибо вам большое. Ну что ж, друзья, вы, наверное, знаете уже, что я вам отвечу, да? Что я вам отвечу? Я вновь и вновь это повторяю. Наши социальные слои – это элементы, которые нужно проходить. Когда вы поднимаетесь в социальном слое, что такое социальный слой? Это уровень заработка человека. То есть вот в этом месте я зарабатываю $100, в этом месте $1000. И мне нужно от $100 до 1000 вырасти. После этого я делаю так. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, и я дошел до нового уровня, я должен вынырнуть в новый уровень. Это должно произойти, и здесь обязательно должно произойти начало, а начало оно должно произойти либо через неприятность, либо через окончание старой системы. Вот смотрите, для того, чтобы перейти на новую систему, нужно провести инвентаризацию всего, что было, что являлось самым плохим для человека. Поэтому в этой системе вы свое время инвентаризацию провели, вы начали с чего-то. Поэтому если вы хотите выйти на новую систему, вы здесь должны прийти к тому, насколько вам было плохо, и с чего плохого вы начинаете. Почему? Это как стартануть. Вы же не можете с середины дороги стартануть и бежать, там, будучи в забеге на олимпийского чемпиона, допустим, каких-нибудь там забегов, я не знаю, как это назвать, в каком-нибудь конкурсе там забегов. Уже что сегодня морозит? Это все виноват семинар, который я проводил до этого, проводы гневных духов. Все в нем. Там остался мозг. Теперь язык работает без мозга. Естественно, когда человек начинает стартовать, то ему нужна и не только финишная черта, а нужно начало. Поэтому, когда человек дошел до нового уровня, у него должно быть начало. Оно не может быть хорошим. Оно не может быть хорошим. Оно должно быть не очень хорошим. Поэтому, если у вас выглядит вот так все, там у меня увеличивается, вы дошли до нового уровня, и здесь никто ничего не покупает. Вот здесь нужно обязательно радоваться. Если вы здесь расстроились, вы упадете на тот же уровень и снова будете проходить весь этот уровень. Тогда все, что вы читали, бесполезно будет отдавать.
Как научиться принимать от жизни? Вот смотрите, жизнь – это река. Она течет, и ты берешь там рыбки к тебе, водоросли какие-то текут, встречи, люди. То есть ты плывешь, вернее, ты стоишь, а вода вот так вдоль тебя. Вода – это время, она вдоль тебя проникает в тебя, и ты это получаешь. Но ты тот человек, который не принимает. Итак, что же происходит? Человек говорит, эти козлы я не принимаю, это плохо я не принимаю, это не нужно я не принимаю, это тоже. То есть он начинает воду от себя отталкивать, а эта вода, она должна принести деньги. Поняли? Поэтому, когда человек начинает критиковать, как нужно научить себя что-либо делать, или как можно научить себя делать так, чтобы быть всегда с деньгами. Старайтесь делать так, чтобы даже отдача чего-либо приносила вам радость. Почему? Принимайте это. Вот нужно рассчитаться. Вот как люди попадаются, когда переходят с больших денег, вернее, в большие деньги, и потом снова падают в маленькие. Они переходят в большие деньги, большие расчеты. И начинается, раньше же это было так, там $100 заработал, $100 потратил, 50 разницу спрятал. Снова $100 заработал, $100 потратил, $50 спрятал, знаете. И так вот там год прошел. Потом нужно закупку сделать, и, ой, ну как же, ну собрала я там $1000, ой, ну ладно, куплю я на $1000 себе товара. Теперь $1000 заработал, $1000 потратил, $50. И теперь идет так. Можно же потратить $10 000. И вот и хочется, и понимаешь, и можно было бы, но дальше ты упираешься целиком в синдром, который называется синдром приобретенной нищеты. И синдром приобретенной нищеты, он диктует, нет, как, вот столько отдать, а вот то, что ты столько зарабатываешь, уже внимания не обращаешь. Ну, конечно, когда ты зарабатываешь много, то ты должен много тратить, а как по-другому? Это же условия жизни. Сначала ты зарабатывал там 3 рубля, тратил по чуть-чуть, но когда начинаешь много зарабатывать, учись много тратить. Это основа жизни, из песни слов не выбросишь. Конечно же, у меня это было много раз в жизни. Я помню своего партнера, когда мы начинали тратить много и начали вкладывать такие суммы, там в неделю $150 000, там в неделю, там за год, допустим, за год там 10 миллионов долларов, знаете. То есть у человека, и после этого я начал рассчитываться, и человек приходит ко мне, там, я хочу сделать закупку. После этого человек пришел, и я у него вот так за 1 минуту купил товара там, на $25 000. Потом второй пришел, еще на 25, третий пришел, еще на 30 000. И после этого там отдал, чтобы с этим товаром работали. И после этого мой партнер, который сидел, вот он сильно в деньги эти не нырял, берет бумажку и говорит, мы что, за сегодня $75 000 потратили? Я говорю, ну конечно, да, и завтра потратим, и послезавтра еще потратим. И у нас потом еще аренда, мы еще 100 000 потратим. Он говорит, и зарплаты еще 50 000 отдадим. Он такой, говорит, нет, давай я буду управлять. Тогда мы сможем сэкономить. Я говорю, вот то, что ты говоришь, будет началом нашего падения. И это было в очередной раз, потому что у меня была совершенно другая жизнь, там, ну, неважно, там, проблемы со здоровьем, проблемы в отношениях и так далее. И бизнес пришлось на какое-то время отложить. Игорь, скажи, как я бизнесом занимался. Мешки денег носили. Вот Игорь был одним из моих персональных охранников. Вот он здесь. Сколько охраны было тогда человек? Да, много. Ну вот, Я Игорь. бойцов тогда сколько? Много расставлял. Да. По всем магазинам, везде там. У нас отдел охраны. Ответственные афганец. Ответственные ответственных охранников, знаете, и так далее. То есть магазинов много. Вывозили товар в машинах, потом в машинах привозили деньги. Люди в отдельной комнате специально сидели, считали, потом это все там как-то золото баулами высыпали, и люди считали, взвешивали, там это все там ехать. Да. А там раскрываем, в офис приезжаем, раскрываем, там все золото. Сколько золота? То есть это бизнес был такой, понимаете, и никто не обращал внимания. Но партнер нашелся такой, говорит, давай я буду управлять, я сделаю так хорошо, ты даже не представляешь, мы можем зарабатывать гораздо больше. И после этого
не доплатил зарплату, не сделал правильную закупку, начал искать товар дешевый, там аренды начал искать неинтересные. После этого, знаете, вот одно, другое, третье, и после этого проходит год, зарабатывали сотнями тысяч, после этого через год начали зарабатывать по $5000. Я говорю, а что это у нас такое происходит вообще? А почему так произошло? Потому что человек находился в одном и том же, в своей вот этой колее нищеты. Представляете? И после этого выдернуть его невозможно было из этого. Конечно же, пришлось партнерские отношения заканчивать. Почему? Потому что я готов был вкладывать, а он не готов. То есть у него идея была сэкономить, спрятать, еще что-то сделать. А у меня идея закупить, вложить, после этого много получить, со всеми рассчитаться и жить счастливо. Понимаете? Особенность такая. И это не связано с риском. Это все делалось грамотно, обдуманно, без рисков. То есть это я не говорю о том, что надо было рисковать. Не было никакого риска. Все было разумно, понятно, просчитано, красиво и так далее. Андрей, скажите, как эзотерически сделать, чтобы начальник не домогался? От него может зависеть моя карьера, чтобы не навредить себе и чтобы не потерять работу. Скажите начальнику, что у вас онкология яичника. Вам ничего от этого не будет. Скажите, мне нужно срочно лечить яичники, мне нужно срочно лечить полипы в матке, мне нужно... Вот придите, скажите, мне нужен недельный отпуск. Почему? Потому что я страдаю жутчайшим полипозом матки, мне нужно лечиться. Все, на этом конец. Все, домогаться никто не будет, обещаю, обещаю. Что ж, он сволочь, что ли, будет еще домогаться? Скажите, вот должна полечиться, отпустит, отдохнете, придете и скажете, вот, уже так это замучило, лечусь, все, конец. Домоганий не будет никаких, будет сострадание. Что тут придумывать вообще? Вот он этого хочет, все, недопустимо. Почему? Герпес, полипы, все, конец. А? Ну, венерические не говорите. Здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Подскажите какой-нибудь обряд, заклинания для выравнивания судьбы. Самый лучший обряд для выравнивания судьбы или как сдвинуться с ровного места, если у тебя ничего не получается. Садитесь, надувайтесь, как индюк, я уже когда-то показывал, и делайте так. Делайте так. Что не услышите, от всего начинайте смеяться. Показываю, как это делается. Спроси у меня что-нибудь. Еще что-нибудь спроси. Какая температура? Серьезно, очень помогает. Дело в том, что, вот видите, это очень легко делать, но я могу сказать, что это универсальный способ очень в жизни улучшить свою судьбу, особенно в начале вашего рождения. Сядьте и вот так делайте. После этого не обязательно включайте что-нибудь там в телевизоре и делайте, как я вас научил. Или даже можете это делать просто так. Сели и делайте так. Кажется смешным обряд, могу сказать, что он очень уникальный. Он увеличивает и материальное благополучие, и здоровье, и настроение. Сидите утром, он приходит и говорит, дайте денег. Отвечайте по телефону, Андрей, здрасте, это вас там, это вам звонят там оттуда. Все с вами, смеюсь. Нужно приучаться радоваться событиям. Таким образом, если вы настроились любые события воспринимать радостно, а ведь это проявление радости, безудержное проявление радости, вы представляете, то это создает процесс вот такой привлечения в жизнь счастья. Когда человек отталкивает от себя все, и как же можно изменить? Если после любой мысли вы можете добавить «мне это нужно», то тогда это притягивается в вашу жизнь. А если «мне это не нужно», то тогда это отталкивается из вашей жизни. Вот смотрите,
там ругаетесь с человеком, там, я тебя не люблю, все, уходи, там, и так далее. После этого вы говорите, он мне нужен или нет. Если нужен, то тогда вы притягиваете этого человека в жизнь. Если нет, не нужен, тогда отталкиваете. Поэтому, когда вы обиделись или когда вы злитесь, остановитесь и скажите, мне это нужно. Вот чем больше мне это нужно будет в жизни, тем для вас лучше. Тем больше притяжения в жизни будет. Я не знаю, кто-нибудь понял, что я сказал? Какой символ рисовать в коконе для замужества? Спасибо. А скажите, почему я должен это давать? Я что, эзотерик-проститутка бесплатная или как? То есть вот давайте я сегодня расскажу все, что можно рассказать для того, чтобы человек был счастливым. И после этого пойду и повешусь. Почему? Ну зачем это я должен делать? Ну вот человек... Ни здрасте, ни спасибо, никто я, но замужество дай кушать, дай кушать, дай кушать, дай кушать, дай кушать, дай кушать. Что вы сделали для меня, чтобы так меня использовать? Серьезно. То есть, что делают для меня люди, чтобы потом меня так искренне использовать? Я понимаю, человек написал, я умудрился купить первую ступень школы Кайлас, $200 потратил, теперь ты вообще должен мне сапоги чистить. Поэтому быренько мне там подсуетился и сказал, как мне выйти замуж, а ну-ка, быренько. А так, дай бегом, мне замужество надо, я выйти хочу, все. Мне 70 лет, я полная. Зачем тебе это? Я не хочу какого Попальского, я хочу нормального, чтобы он был молодой, худой, богатый был, чтобы была у него машина хорошая обязательно, такая, джипер, чтобы был он там нормально, чтобы у него и дом был свой, квартира, чтобы я могла уже... со своей однокомнатной гостинки, которую я снимаю, переехать наконец-то в его богатые хоромы. И все. Будет нормальным мне мужчиной, понял? Даже сказать нечего. А зачем ему это? Зачем ему это? Женщины говорят, он должен быть состоятельный и так далее. Я из этого сделал вывод в свое время и начал своим детям говорить. Я им говорю, мальчики, вам не нужно быть красивыми, ищите деньги. Почему? Женщина говорит, он должен быть состоятельным, должен быть умным, должен быть там, иметь все, там, на машине ездить. Тогда не надо быть красивым, ищи деньги. А как же она меня найдет? Поверь мне, будут деньги, она найдет тебя в любом случае. Причем самая красивая будет твоя, не переживай. Поэтому, когда мужчина говорит, я ищу женщину, я обычно улыбаюсь и говорю, зря. Почему? Не надо. Почему? Не надо искать деньги, ищи деньги. Вернее, не надо искать женщин, ищи деньги. Так удобнее. Почему? Так быстрее, удобнее, более выбора больше сразу, да, можешь выбирать красивых. А так сначала выбирают красивых богатые, потом выбирают красивых все остальные, а в конце милиционеры и госслужащие, знаете. Это шутка и военный, но в конце еще. Это шутка. Я никого не обижаю. Эх, зря. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, правда ли, что $2 купюра привлекает удачу? Да. Если приклеить ее к колбу, то тогда она удачу, пожалуй, не привлечет, но с глаз и порча исчезает. Почему? Объясняю. Оказывается, если приклеить $2, как проявляется с глаз и порча? Итак, в магазин заходишь, очередь длинная, на тебе заканчивается товар, в кабинеты тебя не пускают, к врачу всегда последним и так далее. Приклеиваешь $2 купюру к колбу, заходишь в метро, место уступают. В магазине место уступают. Товар всегда для тебя есть, из магазина провожают. Да. На улице милиция не останавливает. Почему? Ну, никому не... На машине ездишь, удивляются, знаете. Едут, там останавливают, вы вылазите, у вас $2 купюра на лбу. Я говорю, что это у вас? Вы говорите, это от порчи. Я могу ехать дальше? Конечно. Так точно, едьте, а что? Что, не верите? Я вам сейчас покажу, как человек выглядит с приклеенной $2 купюрой. Да, она где-то такого размера.
Остановили тебя, вы вылазите и здравствуйте. Здравствуйте. Там, что это у вас на лице? Вы тихонько, можно я шепотом? Да, это от порчи. Это от порчи. И то. Хотите, я помогу? У вас есть порча. Хотите, я помогу вам? Я вообще считаю, что бюрократам надо $100 выдавать, чтобы они их клеили на лоб. Сидит в кабинете такой. Вы заходите, а там на $100 написано, знаете, как не Воланд, а этот мальчик, которого... Гарри Поттер тоже не из этой серии. Мальчик, который трансерфинг к реальности придумал, Вадим Зеланд. Вот, он там говорил, нарисуй на единичке 10 нулей. И это в скором времени у тебя появится, знаете, наивняк такой, знаете. Конечно, вы на работу приходите, первое, что делаете, приклеиваете $2 купюру и фломастером несколько нулей. Человек заходит, можете для меня что-то сделать? Конечно. Ну, делайте. А что вы туда смотрите? Читай. Все всем сразу понятно становится. Я считаю, что бюрократ должен ходить с этой деньгой все время. И всем понятно. Заходишь, там $1000, говоришь, вопрос решаем? Конечно. А такса? Что, наивный, что ли? Все. На лице написано. Я думаю, их надо маркировать по степени бюрократичности. То есть нормальному бюрократу 100 000 можно написать на лбу татуировку. Все это они за татуировки делают. Кому эти наколки нужны? Лучше на лбу написать сумма взятки, СВ. И дальше СВ это сумма взятки. Да? Дальше тире и сумма взятки. И все. Человек заходит, у него не появляется уже идеи, вот сколько заплатить, чтобы человек остался довольным. Сразу же цифра написана. После этого, конечно, пусть там ваш человек приедет, заходите, сразу же очки отделили пенсне, посмотрели, попрощались, договорились, деньги заплатили. Боже, как народу сразу будет легко жить. Заходишь, и нету непонимания. 100 дашь мало, 1000 много, знаете, не поймешь вообще. А так удобно. $2 купюра может помочь от всего. Взяли $2 купюру, зашли в магазин, заходите и почем хлеб? И после этого, кто здесь в очереди последний? Вам говорят, ну я последний, хорошо, я буду за вами стоять. Но если у вас получится, можно я перед вами куплю? Ну хорошо. После этого достаете колокольчик и... Можно еще кадила взять, знаете. Не, можно. Палочку зажечь можно ароматическую. И маслом дарить почули. Да. Зашли в магазин. Маху. Это ж вы работники эзотерических наук. После этого приходите к кому-то, да, можете нам помещение почистить? Конечно. После этого... После этого колокольчик, да, нормальные четочки. Да. Ом мани падмахум, мани падмахум. Палочку сразу такие, какие-то надо толстые взять. Надо, кстати, заказывать, а то они какие-то не по понятиям палочки привозят. Надо нормально, чтобы как сигара была, знаете, такая. Достал палочку и дым такой, чтобы как из трубы. Вот это я понимаю. А так, и четки должны быть. После этого надо ехать на битву экстрасенсов, знаете. Они выходят там с чем-то там... Пупсики, покажите. Стой. Вы, секундочка. Итак. Сейчас я тут колокольчик мне напоет. Маятник, чтобы вдвоем держали. Да, маятник, чтобы вдвоем держали.
Андрей Андреевич, какую технику купить, чтобы продавались картины? Картины? Какую технику? Что картины? Орг. Ну, мне сложно сказать. Я знаю, вы знаете, в живописи никто не понимает ничего. Не понимает. Поэтому самые важные элементы в живописи, их два. Первый, обязательно сверху клей сусальное золото, чтобы выглядело модно. Краски не жалей. Яркой, потому что когда бледно, ничего не понятно. Яркое надо, чтобы было, чтобы в глаза бросалось. И третье, потолще багеты, подороже, чтобы выглядело. И картина не может быть маленькой. Почему? Если ты $2000 просишь, то картина должна быть как стол. А если 10 тысяч, то как 3 стола. Чтобы если зашел в туалет, там нормальная картина на всю стену, понимаете? А там что нарисовано, неважно. Главное, чтобы с размахом и с золотом, и все. А там как сделать, чтобы продавалось? Конечно, рисуйте вот такие картинки. Человек подходит, что там нарисовано у вас такое? Это что там, трава, да? Ой, боже, что она такая маленькая? Нарисует травище, чтобы было нормальное, большое. Как сделать, чтобы картины продавались? У нас такое большое количество практик существует. Одна из них, я уже о ней рассказывал. Помните, Икеа слева представлять, и Хав над головой, и можно Яхве там перед грудью и звездочки. И там, я не знаю, неужели в этой школе очень мало практик для того, чтобы что-то продать? Купите эзотерика для бизнеса, там выберите 2 или 3 мантры и читайте их долго. Еще не было ни одного промаха. Читайте заклинания, которые связаны с деньгами. Они потрясающе работают. Ничего не бойтесь. Да, только 2 неправильной формы. Это если завернуть двоечку неправильной формы, люди считают. Вот я хочу вам сказать, у меня нету $2 купюр ни одной. Они не в кармане лежат, ни неправильной формы, ни правильной формы, никакой. Почему? Потому что я знаю, что такое энергия денег. А энергия денег возникает тогда у человека, когда он радуется деньгам. Поэтому умеешь ты радоваться деньгам, будешь с деньгами. Умеешь страдать от денег, не будешь ты с деньгами. Все, хоть там купюру эту сверни, хоть в трубочку и там, где диплом с высшим образованием, не поможет. Хоть татуировку сделай на себе, хоть лимон там пририсуй, хоть там дерево это сделай. Знаете, сколько я знаю людей, которые сдвинулись на этом? Там и дождь они представляют из денег, и нищие, как кроты и мыши. После этого и деревья они там 3 раза в год делают из этих монет и так далее, и у них ничего не получается. Этот фетиш не срабатывает. Хоть ты на Луну там, я не знаю, глотай ее. Я знаю практик с Луной 2000, наверное, может больше. Глотай ее, облизывай ее, заполняй свою грудь, сердце, груди, там, язык, уши, глаза, молись, на голове стой, в воду смотри. Прячь Луну, вшивай ее, обрисовывай, ставь в зеркало, заглядывай туда, одевай туда одеяло, в клетку сажай, кошелек подставляй, соль заряжай и так далее. Все фигня. Абсолютная. Как бы ты себе не внушал, я богат, у меня $3 миллиона. А что не 10 сразу? Ну что ж так мало? 3 миллиона. Ну что, 1, 2, 3, все. А тут 11. Для того, чтобы даже посчитать, нужно еще 1 палец ноги, понимаете? Что вот сразу не посчитать-то. Сколько у тебя денег? 1 миллион. Эх, а у меня уже, а ну скажи сколько. Рук не хватит. Какой-то мифический 1 миллион, да 10 сразу, 11, что там 11 надо, 22, почему 20? А так, пусть будет все, 22 и все. Ну, правильно. И маленькая упаковка таблеток для жадности еще, знаете, маленькая упаковка. Ну, откуда это берется? Ну, заработай ты $10 000, обрадуйся. Потом заработай $100 000, вложи там хоть чуть-чуть. Потом по чуть-чуть зарабатывайте миллионы. Ну, как вы себе представляете, человек должен сразу заработать $1 миллион? Ну, как? Что должно произойти? Во что он должен вляпаться? Ну, что он должен сделать такого, чтобы заработать? Ну, я понимаю. Вот смотрите, я хочу много пшеницы.
Много хочу пшеницы, много. Я хочу много пшеницы, но у меня есть горшок только вот маленький цветочный. Но я хочу, я смотрю на маленький цветочный горшок и говорю, скоро он даст мне 10 тонн пшеницы. И после этого сажу туда 3 зернышка. Скоро будет 10 тонн пшеницы. Хочу 10 тонн пшеницы. Что должно произойти? Ну, вы должны будете идти пешком, должен будет ехать какая-то машина, трактор, не знаю. Или самолеты поднимут корабль какой-то из моря для того, чтобы его куда-то перенести. Снизу люк откроется и вас засыпет этой тонной пшеницы. Но она будет не ваша. Но на время хотя бы вы будете под ней похоронены. То есть это это такая особенность, вы понимаете, человек не должен хотеть вот так много, он должен хотеть последовательно. Женщина хотела бы родить сегодня, как обычно это происходит. Все, погладил меня, все, рожаю. Почему рожаю? А тут какие-то мифические 9 месяцев, понимаете? Тошнота, токсикоз, живот растягивается, грудь непонятной формы становится, а потом кормить, выращивать. Нет, чтобы сразу родился, на работу вышел, все. Родился, на работу вышел, женился, все. Удобно, быстро, знаете. Нет, это же все последовательно. А у людей так, я не хочу вынашивать, я не хочу, нет, 9 месяцев, не хочу вынашивать. Все, мне уже такого, родился, женился, все, конец. После этого, Андрей Андреевич, что мне сделать? Как мне свернуть свой пузик веревочкой, чтобы родить на 4 месяца раньше? Ну вот, сложи 2-долларовую купюру треугольничком и заработаешь деньги. Согласен. Для того, чтобы родить ребенка и выносить его не за 9 месяцев, а за 3, висите вверх тормашками каждый день и сверху на пузе сворачиваете его треугольничком. И тогда и стойте на одной ноге по 8 часов в день. Все, отлично, родите за 3 месяца. Обещаю, да. И ешьте каждый день только красную икру. Вы понимаете, это же ни к чему не приведет. То же самое, не связаны, хоть ты носишь там свернутый треугольничек, развернутый треугольничек, кружочек или лицо американского президента. Если ты не знаешь, как общаться с энергией денег, будь ты кто-либо, не знаешь, как общаться, не будет у тебя денег. Конец. Хоть там 10 долларов, хоть 100, хоть сколько там. Какую ты там магию будешь использовать? Магия не в этом. Магия помогает, но она не в этом. Вот смотрите, как магия работает. Если магия связана в человеческом отношении к деньгам, то тогда в случае, если человек, видя деньги, страдает, и он начинает читать денежную мантру, то у него ухудшается страдание, он становится еще беднее. Еще беднее, еще нищее. Проходите первую ступень, такие вопросы. Белые пятна на теле, пейте черный горошек натощак. Правильно. Добрый вечер. Как правильно держать ваджу при чтении разных мантр и заклинаний? В руке вот так можно держать. Татьяна Костюшина пишет, что делать не знаю, целыми днями реву, скучаю сильно по другу своему, а в ответ у него времени нет. Что делать мне, шайтан? Там песню почему-то вспомнил Жени Белоусова. Он пел «Девочка ждет, мальчик не идет, плохо». Пословица есть народная среди людей. Труден день до вечера, коли делать нечего. Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Понимаете? Работа и труд, весь кайф перетрут, знаете. То есть вот много есть таких пословиц, которые говорят о том, что человеку необходимо делать. И это же мудрость народная. Понимаете, я могу сказать, что в этом ответ. Почему? Когда человек занят с утра до ночи, то тогда никто не ревет, а если сидеть и «Друг, что же делать?» Надо сказать себе «Я мужик». И после этого начинать работать с утра до ночи.
полоскать, там, бриться, я не знаю, там, волосы подстригать, брови выщипывать, ногти точить. После этого одежду шить, я не знаю, обучаться и делать это с утра до ночи. Тогда отжиматься, бежать. Не звонит, наверное, ему не нравится толщина бедер, поэтому надо бежать целый день, приседать, пресс качать, отжиматься, там, на руках, после этого бежать вокруг дома, после этого дышать, читать мантры, после этого шить что-то, обучаться, как пошить себе новую одежду, там, ой, так много всего может быть. Представляете, как вкусно готовить. Понимаете, после этого он у вас как увидит после этого и скажет: ого, ну вы же вложили столько в себя, а вы сидите, ешьте и, наверное, страдаете. Что же мне не звонит? Дайте какую-нибудь магию, дайте какую-нибудь магия жизненная, она называется «Стань лучше». Женщинам это подходит. Очень многим подходит. Знаете, я так страдаю, поэтому я все заедаю. Где же мой суженый, который будет меня любить? Ну, конечно, еще 100 килограмм, и это будет уже прям большая любовь, знаете, большая любовь. Ну, я тоже таких людей понимаю. Вот нужно готовить любимого человека, говорить: вы там общаетесь где-нибудь ВКонтакте или в Фейсбуке, он вас еще не видел, вы ему пишете: давай поиграем в игру. Он говорит: давай поиграем в игру, конечно. Если будет выбор, и на тарелке будет лежать десяток маленьких помидоров и большой, какой ты выберешь? Он пишет: большой. А какие цветы тебе больше нравятся? Маленькие некрасивые синенькие или большие красные розы? Какие тебе нравятся? Большие красные розы. Вот видишь? А какое море? Маленькое или большое лучше? Конечно, большое. А вот маленькая речечка такая или огромный океан? Что приятнее? Где больше рыбы? В большом океане. Хорошо, я готова с тобой встретиться. Все, вы его уже подготовили, правильно? А после этого говорите: скажи, что вкуснее? Маленькая косточка и чуть-чуть мяса, либо много мяса? Много мяса вкуснее, конечно. А ты очень хочешь кушать маленькая тарелочка или большая с едой? Что вот бы выбрал? Большую. А вот скажи, 1 грамм золота лучше, чем 100 грамм? Да. 100 грамм лучше. Вот видишь, маленький бриллиант, большой бриллиант. Какой лучше? Большой. Все, готово встречаться. Все, едете уже и встречаетесь. И он говорит: не, ну мне не нравится. Вы говорите: ничего страшного, привыкнешь. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса, все нормально. А мужчина... Андрей, скажите, существует ли подселение? Да. Если да, как от этого распознать и как от этого избавиться? Берется две спички, и вот так одновременно вот так зажигается и бросается в воду. Если они падают крест-накрест, если спички 2 хотя бы подряд падают на воду крест-накрест, значит, у человека есть эзотерическое и энергетическое подселение. Или если зажигаешь 2 одновременно спички, но одна из них не зажигается, вот зажгли об коробочку, и одна не зажигалась, бросили в воду. Вторая, третья, вот если так 5-6 раз подряд, то тогда энергетически одна часть вашего тела, ну или что-то в вашем теле плохое находится. Это самый простой способ. Дальше, самый простой способ. Берете стакан молока свежего, ставите рядом с собой. Если в вас есть энергетическое проклятие, оно за час скисает. Рядом с человеком, у которого есть проклятие, рядом с этим человеком все ломается, скисает, портится, выпадает, разбивается, все ломается, становится ветхим мгновенно, то есть там одежда разрывается, ну и так далее, понимаете? То есть все вокруг превращается в прах мгновенно. То есть за что бы ни взялся, все превращается в прах, 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 прах. Все, сейчас начнется. Андрей Андреевич, у меня давно проклятие. Андрей Андреевич, что вы скажете о судьбе криптовалюты? Есть не мои высказывания. Дело в том, что криптовалют сейчас очень большое количество, включая, наверное, самый известный это биткоин, да, разрекламированный и так далее. У любой криптовалюты нет денежного валютного фонда.
В случае, если нет вот такого валютного золотого фонда, то любая валюта, даже криптовалюта, считается недействительной. Что бы могла сделать Америка? И почему в свое время взорвали вот эти дома-близнецы? Там стояла специальная система такая, которая должна была запустить вот эту криптоденьги, которые должны были бы поддерживаться американским золотом, представляете? Поэтому Америка до того, пока не упали эти небоскребы, очень скупала золото. Посмотрите аналитику. Очень много покупала они и китайцы. Китайцы знали, что американцы выпустят криптовалюту. Американцы делали все для того, чтобы посреди вот этого города, в этих больших зданиях на нескольких этажах сверху были установлены специальные системы или специальные программы, там, суперкомпьютера, которые должны были во всем мире этим управлять. При этом они хотели это сделать. Вы представляете, Америка бы всех поработила. Зачем человеку покупать российскую валюту или корейскую, если можно купить интернет-валюту и рассчитаться этими деньгами везде? Все, полное могущество. Какие могли страны быть заинтересованы в том, чтобы это разрушить? И когда или кто об этом сказал? Кто виноват? Джордж Буш сказал. Джордж Буш на встрече сказал, что у нас скоро выйдет новая валюта. Он сказал, наша валюта будет Амера. И тогда было очень много сплетен с этим связано. А он никакую не Амеру хотел, они хотели создать вот эту криптовалюту. Но у них не получилось, так как террористы взорвали. Вот, кто мог взорвать? Ну, кто угодно. От Израиля и заканчивая Российской Федерацией или Китаем, все были заинтересованы в том, чтобы этого не было. Даже назначена была дата, когда они должны были это запустить. Вы представляете? Естественно, вторым шагом это изъятие всех видов валюты, особенно в Америке, и все бы пользовались только безнальной валютой, вот такими картами. Естественно, такую валюту легко проверить, легко увидеть, кто откуда берет деньги. Этой валютой можно очень легко рассчитываться, потому что заработав ее, она везде будет стоить денег. То есть ее с легкостью захотят брать и с легкостью захотят в любой стране пользоваться. Под это все планировалась выдача специальных карт. Вы представляете, если есть такая валюта, зачем использовать тогда в России российский рубль? Или зачем в Украине использовать тогда украинскую валюту? Тогда это не нравилось людям или не нравилось странам. Почему? Потому что у них своя валюта, они бы хотели этим пользоваться. А украсть или изъять это из интернет-системы уже было невозможно. То есть уже все было разработано для того, чтобы этот проект совершился. Ну вот, а он не совершился. После этого и произошел этот обвал. А так бы эта валюта могла бы это сделать по принципу того, что деньги электронные, их контролировать невозможно. Поэтому они хотели, у них не получилось, и произошел обвал финансовый, потому что очень много бралось кредитов на то время. То есть их брали, а для того, чтобы погасить кредит, брали еще один кредит, и для того, чтобы погасить первые два, брали еще один кредит. И так набирали, и все это закрывали, и после этого страна это еще и обнуляла. Вы представляете? Были такие люди, которые работали там дворником в Америке, но которые умудрялись себе взять в кредит там 5 домов в Майами. Представляете? И там иметь собственность на сумму, допустим, там 21-30 миллионов долларов. При этом там отдавали с маленькими процентами, потому что было очень много спекуляций с этим. Конечно, оно же не могло долго длиться. А там должны были следить за ставками, должны были еще за чем-то следить. Но было всем интересно это. Почему? Все получали откаты, все на этом зарабатывали, всем было интересно дать деньги. Помогите у моего брата проблемы, которую даже не знаю, как объяснить. Приобрел вдали от меня, а теперь сложно. Я не понимаю, что вы пишете. Ну вот, кто-то объяснит, помогите у моего брата проблемы, которые даже не знаю, как объяснить. Приобрел вдали от меня, а теперь сложно. Что приобрел? Вдали почему приобрел? Зачем приобрел? Почему вам сложно? Что сложно? Вы его не видите. Андрей Андреевич, женщина кричит и стонет во сне ежедневно. Это подселение? Нет, это не подселение. Это, скорее всего, поднимается температура, или поднимается гормональный фон, или сахарный диабет, или гипертоническая болезнь. До свидания. Андрей Андреевич, ваша ученица ни разу не слышала, чтобы вам задавали подобный вопрос. Заметила, что в дни летних церковных праздников женских икон меня просто крыло ругаться. Научилась спасаться молитвой, да воскреснет
Господь, да расточатся в разе его. Вы что, вы не знаете эту молитву? Да воскреснет Бог, расточатся в разе его, и бегут от лица его, ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнет, яко тает воск перед лицом огня, да погибнут бесы перед лицом любящих Бога. И в знамении крестящихся святым крестным знаменем, и во славе Господнего. Вы знаете эту молитву? Я знаю, поэтому говорите ее правильно. Я могу сказать вам, но я не поклонник молитв, у меня просто хорошая память. Я могу сказать вам, что когда происходят церковные праздники, то обычно ставят свечи, и люди поклоняются тем усопшим идолам, которые висят в этой церкви и называются Георгий Победоносец, Николай Угодник и так далее. Это были живущие на земле люди, которые после смерти не смогли переродиться. И этим людям, как людям, находящимся в мире мертвых, люди поклоняются. Они вызывают этих демонов зла из мира мертвых. И после этого эти демоны зла делают все для того, чтобы не улучшить, а ухудшить жизнь людей. Поэтому очень часто во время церковных праздников люди начинают плохо себя чувствовать, злиться, болеть, ругаться, изменять и так далее. После Пасхи начинают блудить, после Рождества бухать и так далее. Понимаете, то есть на это все смотришь и очень... Почему так произошло? Почему так произошло? Дело в том, что если читать правильно Евангелие, если читать правильно Библию, то есть понимая, что там написано то, что там написано, то можно прочесть. Когда человек умирает, он не попадет в рай сразу. Не попадет. Он переходит автоматически в мир мертвых. Этот мир мертвых, там человек находится до того момента, пока не придет суд Божий. Кто с этим не согласен? То есть наша христианская или там ихняя христианская религия, она говорит, что после того, когда человек умирает, он не воскрешается, он к Богу не попадает. Он не попадет до того момента, пока не произойдет позыв или пока не произойдет суд божественный, и во время этого суда все люди, ну и дальше читаем по тексту. Так вот, все это время, неважно, каждый человек, который умрет, он должен попасть именно в этот мир мертвых и дожидаться там возможности дальнейшего своего воскрешения. Подобно тому, как в свое время воскрес Иисус Христос, согласно традиции христианской и так далее. Так вот, если человек воскрес, и это видели люди, он становится Богом. Если человек не воскрес, то тогда он становится человеком, который находится в мире мертвых. Тогда скажите мне, кто из христианских духовных наставников, которые имеют ранг святых, воскрес? Никто? Тогда никто из них не попал еще в рай. Понятно? Никто из них в рай не попал. И они все находятся в мире мертвых, дожидаясь своего воскрешения. Понятно? Имея уже там титул святой. То есть его во время того, когда будет суд Божий, его пропустят в рай без очереди. Он будет идти, и будет написано Николай Угодник святой, там, Филипп Киркоров там, поющий и так далее. То есть обязательно это пойдет. Но когда люди молятся, они же именно им молятся. Так вот, когда они молятся им, то они молятся идолам мира мертвых, вызывая из мира мертвых существ, которые уже на сегодняшний день стали агрессивными, гневными существами или демонами мира мертвых. Ну ладно. Поклонение миру мертвых, знаете. Ну там хоть Иисусу Христу еще, знаете, он хоть гипотетически воскрес, остальные. Ладно. Во время обряда проводов голодных духов остановились часы в комнате, где он происходил. Что это значит? Ничего не значит. Заведите и пустите. Это значит, что вы прикоснулись к энергии эзотерической. Можете рассказать общие принципы в толковании снов. Ваш Хлеция не нашла. Очень интересно. Смотрите мои ступени. На 3-й ступени я об этом всем рассказываю. Рассказываю, кто проходил 3-ю ступень. Суженая Иван Царевич в окно Василиса лезет. Это я, Вань, суженая твоя, ты меня бабки в блюдце видел, а у нее развертывает, барахлит по горизонтали, стоя на валеников. Оля, зачем это нам? Зачем? Что такое? Что это? Андрей Андреевич, возможно, не по теме. Бывает сильная давящая боль между груди. Такое ощущение. Это может быть, знаете что? Это может быть кардионеврит. Такое бывает. Нужно проверить сердце. Если читал мантру, которую надо читать год, 3 месяца, и приболел, не мог пару дней читать, начинать снова, или это просто год по количеству дней можно читать, ничего страшного.
на новогодние четки и на мантру желаний Шабри для волшебного слова загадала одно и то же желание. Можно ли все эти мантры читать в одной практике? Да, можно, я тоже так сделал. Расскажите, пожалуйста, самый простой способ избавиться от таких подселений. Самый простой способ избавиться от таких подселений – это начать очень быстро жить. Быстро жить. То есть быстро жить – это сделать все для того, чтобы у тебя весь день был чем-то занят. Когда у тебя в голове пустота или когда там проблема, то таким образом у тебя появляется влияние вот этой негативной энергии. Если ты целый день чем-то занят, читаешь мантры, убираешь, шьешь, стираешь, обучаешься, то тогда этого подселения не будет. Представляете, не будет. Оно просто из тебя выходит. Ему нет места. Ему не интересен такой человек, в котором постоянно происходят какие-то события. Он хочет, чтобы человек лежал и страдал. Потому что от страдания этого человека эта энергия подпитывается. А если человек все время чем-то занят, то этой энергии просто не остается ничего, только выйти из этого человека. Конец. Представьте, самый простой способ. Самый простой способ. А можно плюнуть, там еще что-то сделать, еще. Можно за деньги. Я могу это сделать. Приезжайте на морской курс. Девочки, что делать? Ничего не получила. Очень нужен обряд. Вы можете заказать персонально этот обряд у меня. Я готов его провести. Как я готов его провести, могу сказать. Вам нужно посчитать. Сегодня во время обряда присутствовало там порядка 300 или 500 человек. Да? 500 человек. Теперь берем 500, делим на 2. Вернее, 500 умножаем на 100. Это получается сколько тысяч долларов США? Много, да? После этого делим на 2, потому что обряд стоил $50. Платим мне эту сумму, я провожу для вас индивидуально. Все. Удобно, быстро, знаете, супер вообще. И я с легкостью и с такой радостью проведу вообще. Я даже буду не час мантру читать, а 2. Прям сяду и 2 часа буду читать. Клянусь. Так, у нас еще время есть, да? Еще полчаса. Сейчас буду мантры читать. Подскажите, пожалуйста, если можно, номер декабря, где-то в 17. Ага. Поехала за продуктами, был сильный ветер. О, как мастер и Маргарита, правильно. Прямо как мастер и Маргарита. А там код, знаете. Крышкой багажника машины сильно ударилась в голову. Ой, боже. А ночью 1 января разболелись зубы. А 10 января вывихнула ногу, а сейчас дома с опухшей ногой. Ну, ёшкин кот. Говорят, нужно обратить внимание на первых 16 дней после Нового года. Что это со мной случайность? Или я что-то делаю не так? Все зависит от степени и наличия у вас денег. То есть, если у вас есть деньги, тогда это черная магия. Я готов убрать. Если денег много, за $1000 могу. Чик-пук и все. Если нет, то не обращайте внимания. Если денег нет и это бесплатно, то не надо обращать внимание. Это совпадение. Когда у человека получается, что он начинает бить ноги, руки, лбом ударяется и еще что-то, когда он не живет своей жизнью. А когда он не живет своей жизнью? Когда появляется какая-то проблема, и она целиком заполняет его душу, сердце и голову. А что это такое, когда заполняет голову? Вот смотрите, чем заплатить, как же отдать, чем заплатить, как же отдать, чем заплатить, как же отдать, чем заплатить, вкусно, вкусно, чем заплатить, как же отдать, ты меня любишь, люблю, чем заплатить, как же отдать, люблю, чем заплатить, а ну-ка побежи, бегу, чем заплатить, как же отдать. То есть, представляете, эта проблема, получается, она забрала жизнь человека, человек не живет жизнь, а проблема живет в его теле. А где чувство и мозг, осознание жизни? Ее нет. Все, в этот момент человек становится уязвимым. На него в этот момент падает что-то, он обязательно об что-то ударяется. Это принцип абсолютного невезения. Поняли? Вот если спросить, о чем ты сейчас думал, о чем попало, кроме собственной жизни? Вот если ударитесь когда-нибудь, скажите, стоп, почему я упала, ударилась, там палец порезала? О чем я сейчас думала? Я могу сказать, о чем попало, кроме собственной жизни? То есть там, чем заплатить за квартиру, что сделать на своей работе, как подписать документы, когда же мне простят долг и так далее. Но там не было ничего, что связано, что я чувствую, когда я режу эту вермишельку, там, я не знаю, огурчик, там, где я нахожусь, кто рядом со мной, от чего я счастлив. То есть вот этого ничего не присутствует. То есть там совершенно другие идеи. А там первое, не первое.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, у родителей арестовали дом, во время не выплатили ипотеку, долг 600 тысяч. Скоро выставят на продажу, просят взять кредит, у меня уже несколько, помогало ранее. Хочу помочь, но в кредит брать не хочу. Не потяну такую сумму, и они не смогут, наверное. Что можно сделать в такой ситуации, как помочь, живу отдельно в другом городе? Вся особенность вот в чем заключается. Первое, когда человек один, у него можно отнять все, что угодно. Этим родителям вашим нужно обязательно вступить в большое количество общественных организаций и привлечь руководителей общественных организаций, чтобы они выступили в защиту ваших родителей. Когда общество защищает человека, который должен, тогда суд не будет забирать. Потому что пусть вот такие общественные организации, они есть, там защита вкладчиков, там какие-то фонды, там вот этих организаций, их очень много есть в каждом городе. Пусть они принципиально сейчас заключают договора с этими организациями, вступают в эти организации и требуют, чтобы эти организации написали письма, написали там еще что-то, тогда не заберут. Почему? Суды не хотят общаться с теми людьми, рядом с которыми находятся еще сотни тысяч человек. Почему? Потому что это резонанс может вызвать. А так есть один человек. А что сделать с этим? Ну, друзья мои, разве можно жить правомерно? Ну почему правомерно? Но ведь ваших родителей ведь не заставляли подписывать документы, не заставляли брать этот дом, их не заставляли. Они же читали эти бумаги, их же силой не заставили на себя одеть вот такую мзду, которую они не могут выплачивать. Значит, они выбрали свой путь не по силам, значит, они на это не рассчитывали. Но вот скажите, я решил сделать забег, но я не олимпийский чемпион и хочу пробежать 10 километров, но не могу бежать. Андрей Андреевич, что мне нужно сделать? Нести или бросить этих людей? Ну, нести тяжело, потому что все упадут. И бросить. Тогда что нужно сделать? Ну, ничего не сделать, все, сдаться. Если эзотерика, которая поможет, пусть и мама, и папа сжигают этот договор. Есть же там практики, когда сжигают там на свече там, номер договора, и вы сжигаете, тогда, возможно, и дом останется. А если нет, ну тогда, если они не умеют, можно я. Я всегда говорю такие слова. Вы расходуете свою психическую энергию. Когда вы работаете с негативными энергиями или когда вы работаете с практиками эзотерическими. Что такое психическая энергия? Это энергия, которая возникает у человека тогда, когда он испытывает состояние радости и удовольствия. А скажите, вы ее испытываете, тогда что вы собираетесь тратить? Если энергии, радости и удовольствия в жизни нет, тогда чем вы собираетесь работать? То есть какая энергия должна потратиться, чтобы событие произошло? Никакая. Почему? Потому что я не испытываю радости и удовольствия, не знаю, как это делать. Родители не испытывают. После этого почему у нас не получается? А почему должно получиться? А в чем радость, удовольствие? Где она? То есть есть претензии, там, есть злость, есть какие-то бесконечные выяснения отношений там, между собой, там, просматривание и поиск какой-то грязи в интернете и так далее. А где же радость, где же удовольствие? Чем работать? Чем можно помочь? Можно помочь, попробовать сжигать эту энергию, научить родителей мантру читать, заключить какие-то договора с общественными организациями. Скажите, пожалуйста, будет ли у нас с мужем в этом году ребенок? Уже 4-й год не получается. Полгода назад был выкидыш, сегодня прошла обряд. Каждый день читаю мантру по беременности и слушаю шумы. В этом году еще не будет, а на следующий, скорее всего, уже будете беременны. Андрей Андреевич, начинаем выходить из тьмы на свет. Ну, ура. Закончила 3-ю ступень и практикую ее уже месяц. Полный восторг. Но скажите, пожалуйста, это закономерно при поднятии тонов начала череда неприятностей в бизнесе? Ну, тогда прибыль значительно растет, но люди вдруг стали проявлять себя с очень неприятной стороны. Приходится увольнять их. Может, это чистка? Ну да, я же сегодня об этом говорил. Вы поднимаете тона, естественно, переходите на новый уровень, и у вас будут внутренние трагедии, внешние трагедии и так далее. Все эти трагедии, их не нужно искать первопричину, не нужно клеймить, там, чистка, кто виноват, прав. Вообще не обращайте внимания, переступайте и пользуйтесь новыми тонами. Я вам говорю, наша эзотерика – это путь к сумасшедшему богатству. Главное, чтобы вы хотели это делать и не боялись. Я
часто говорю эти слова. Это как прыгать в пустоту с распростертыми руками, твердо веря в то, что скоро там появится лесенка. Понимаете? Вот если есть вера, лесенка будет. Если нет веры, все, конец, утонешь. Здесь вот такое же понимание этого всего. Если разгоняешься уже в эзотерике и начинаешь лететь как самолет, то потом тебя ничто не может ни сбросить, ничто не может сделать. Но у самолета, когда он начинает разгоняться, у него во время взлета обязательно появляется, то его трусит, то у него там напряжение какое-то. Смотрите, самолет, когда разгоняется, то его разогнать тяжело, потом запустить его, чтобы он там оторвался, потом набирать высоту ему тяжело. Но когда он уже начинает лететь, он тратит самое маленькое количество энергии. А вот когда разгоняется, самое сложное количество энергии. Так же и в эзотерике. Вот до того момента, пока вы полетите, и каждый день будет у вас идти там на ваш счет $30 000 каждый день. Вот пока вы начнете так лететь, нужно обязательно вот эти все элементы переступить. Это обязательно произойдет, не нужно этого бояться. Вы в начале пути, тогда ваш фюзеляж будет качать еще. То есть никто же не сказал, что этот путь должен быть обязательно легкий. Ну а какой еще выбрать? А какой еще выбрать? Ну я могу дать совет. У нас существует в эзотерических кругах сейчас множество эзотериков, знаете. Есть волшебники, их немного, но большинство сказочников. Андрей Андреевич, Виктор Одинцов спрашивает. Будда Гаутама, Мохаммед к ним, предположим, снизошло откровение от Бога. Что общего между этими людьми и почему Бог в свое время выбрал именно их? Итак, ответ этому заключается вот в чем. Если бы Бог выбрал человека и давал бы ему информацию, то она бы выглядела так. Я считаю, что Бог никогда не общался с Иисусом Христом. Почему? Бог – существо, которое любит людей, и оно создает новые жизни, новые условия для жизни. Тогда, когда Он общался с Иисусом Христом и говорил ему что-то, Он создал такого человека и такую религию, согласно которой потом истребили миллионы людей. Но Бог создал всех людей, Он Отец всех людей. Даже в Библии написано, что Бог – Отец всех. Понимаете? Таким образом, это я должен одних детей уничтожить, а других любить больше? Так же не бывает, согласитесь. Таким образом, если бы Бог создал Иисуса Христа, и это бы Бог говорил ему, то тогда не было бы таких людей, которые бы убивали друг друга ради христианства. Поймите это. Естественно, если бы Бог говорил это Мохаммеду, то в дальнейшем не было бы мусульман, которые бы создавали предпосылки и не вели бы войны. Согласитесь, тогда Бог ли говорил? Если бы другие религии, а какие нужно было придумать вообще? Если бы Бог говорил, Он бы говорил не слова «убей» там, и все производные. Почему? Потому что это все одно слово. Богу не надо много слов. Он должен был сказать одно слово «не хитри». Почему? Потому что и убить, и украсть, и там возлюбить, не возлюбить, это все быть хитрым. А стань бесхитростным, то есть по-другому правдивым. Тогда основная заповедь, которой должен придерживаться человек, должна была бы звучать так. Не хитри, будь правдивым, будешь ближе к Богу. Конец. Понимаете, как легко оказывается, представляете? Тогда зачем такое большое количество вот этого Талмуда, зачем такое большое количество Корана и так далее? Конечно же, ой, кто такой Дуйко, а я не верю. Почему не верю? Не верю. Почему? Потому что если бы Бог создал идеальную религию, то эта идеальная религия создала бы идеальный мир. Я знаю, что этот мир не идеален. Почему? Потому что те люди, которые верят, они все равно болеют. Те люди, которые верят еще во что-то, все равно болеют. Они верят, упорно молятся и так далее, и они все равно болеют, у них денег не получается, зарабатывают мало, везде идет страдание. Даже люди, которые очень сильно верующие, они все равно ругаются, дети их болеют на машинах, разбиваются, наркоманят и так далее. Ну что это за религия? Она же, по идее, уже 2000 лет управляет этим миром, она должна была сделать мир великолепный. Уже миллиарды людей просто за это время молились за счастье, и здоровье, и за спасение, и за благословление. И уже миллионы раз разные люди и благословляли, и спасали, и там, создавали, и так далее. Что же не работает тогда? Ну.
Что ж не работает? 2000 лет разве не показало, что это несостоятельно все? Если 2000 лет мало, ну ждите еще 2000 лет. Мне кажется, когда человек 2000 лет видит безысходность данной религии, то это должно у него, как у умного человека, вызывать улыбку. Мне когда говорят, я до сих пор еще верю в христианство, это вызывает у меня улыбку. Я говорю, отлично. Отлично. Вот почему вы не верите? Мне достаточно доказательства 2000 лет. Же мало времени, что ли? 2000 лет ни христианство, ни иудаизм, ни мусульманство не доказало свою состоятельность. Как болели люди верующие, так и болеют. Как были несчастными, так и несчастными. Причем искренне свято верующие. Как не спасало этих людей ничего, так и не спасает. Как были несчастными, так и остаются. Там верили, страна была такая, знаете, разбомбили Сирию, все. Сирия была самой верующей страной на Востоке. После этого вера куда? Помогла вера или что? А может ли помочь вера, да? Какая правильная? Правильная вера могла бы помочь. А какая это правильная? Правильная вера – это Адвайта. Аурабинда Адвайта. Нет у Адвайта у Аурабинда. Почему? Потому что Адвайта говорил, человек должен найти в себе возможность найти себя настоящего, это и будет Адвайта. Но Адвайта, она еще по Аурабинда было отрицание элементов, когда человеку говорит, будь за эту религию и за эту религию. После этого он сказал, я руководитель адвайтичного направления Адвайта Веданта, но я хочу вам сказать, что вы должны верить в мою церковь, которая называется «Путь интегральной йоги», где я говорю о том, что все абсолютно религиозные деятели, Будда, Магомед, Рама и так далее, им нужно поклоняться. Они все являются нашими богами. То есть раньше был у вас один бог, сейчас поклоняйтесь разным, ставьте всем свечки. Вот плыли в Адвайте и приплыли теперь к разным. Давайте теперь одному молился, теперь давайте будем молиться 10 на картинке. Все. Ну, капец вообще. Ну, уже шел в Адвайте, ну, нужно же было этому следовать. Зачем нужно было так поломать все? Я так восхищенно в свое время читал, а потом мне попалась интегральная йога. У меня год была депрессия, понимаете? Почему? Я уже свято верил в Адвайту, понимаете, и после этого так меня в самом начале притормозить, знаете. И после этого, ну что это такое? Я так был разочарован, и я не верил, что эту книгу он написал. Вообще не верил и не хотел даже это воспринимать. А потом узнал эту историю, оказывается, после его смерти осталась женщина. Она дописывала интегральную йогу. Вот в чем особенность. Когда в религию вмешивается женщина, то, конечно же, может получиться что-то не так. Вот где там подвох был. Начало им написано, а потом в какой-то момент раз, все и не так. И вот ты читаешь, радуешься, все понятно, а потом, как знаете, машина ехала и попала в какую-то дыру, знаете, и выехать не может, и буксует сильно. Вот понимал, все было хорошо, потом забуксовка такая, и все. И дальше еще рамы, Иисусы Христы, добро Иисуса Христа. И, ой, Боже, так много было прочтено, чтобы вот до этого дойти. Ой, какое разочарование. В христианстве вообще просто масса противоречий. Если человек любимое дитя Господа, то почему он стал называться его рабом? Вы понимаете, в христианстве противоречие заключается вот в чем. Христианство не верит в Бога. Христианство не верит в Бога. Оно верит в Святую Троицу. Оно верит в Святую Троицу. Бог Отец, а также Святой Дух, и после этого третье существо – это Иисус Христос. И они говорят, что эта Святая Троица есть элемент одного. То есть, смотрите, как это произошло. Когда Иисус Христос воскрес, то Он был сначала Иисусом Христом, человеком, но после своего воскрешения Он раздвоился. Его тело осталось Иисуса Христовым, попало в мир мертвых, Его Дух стал духовным или высокодуховным существом и объединился с энергией Бога. Поняли? Поэтому, когда человек Святой Троице молится, то он молится одновременно Богу, соединенному с Иисусом Христом, а также части Иисуса Христа, которые находятся в мире мертвых. Ну, вот так, в общем-то, как-то, знаете. На это все смотришь, и вот такие противоречия, они везде. Ну, давайте соорудим рай. Вот описание рая. Человек чувствует себя спокойным, ему не нужно работать, не нужно ни к чему стремиться. У него это психбольница, укол амитазина или галоперидола. Серьезно. То есть я понял, что
Когда я буду в раю, то я буду обдолбанным стабильно. Стабильно. То есть мне будут прям капельно вводить, знаете, я буду, хожу аморфное такое существо, ничего не хочет, только ест, только лежит, ему никто не нужен, но при этом есть еще и люди, которых любили. Вы знаете, я обожаю свою маму. Я обожаю. Но если она рядом со мной больше 80 часов, то я не очень ее обожаю. Ну что, Оксана, я не прав. Но вот я обожаю, я могу 80 часов со своей женой. Но есть такие близкие, которых я на расстоянии обожаю, знаете. Но если я их встречу в раю и буду вынужден с ними жить, то как-то, знаете, уже не рай получается, знаете, а что-то не то. То есть вот этих вопросов очень много, знаете, с позиции нормального здравомыслящего человека. Я попаду в рай, где не будет книг. Мне не нужны больше книги. Все мысли известно, все как Бог, все. Я аморфное существо. Чтения нет, телевизора нет, знаете. Ешь только и полусуществуешь, и так всегда. Так это уже становится адом, понимаете? Это ж как ад уже, понимаете? И так и деться куда-то хочется, и никуда. Раньше хоть умереть была возможность хоть какая-то, а в раю умереть даже невозможно, понимаете? Выхода никакого, это ж тупик какой-то, понимаете? Это ж тупик. Ты же привык на земле, у тебя здесь жена была, были дети, ты об этом думал и так далее. Там дети должны были вырасти, потом им нужно было квартиру купить, потом они должны были учиться где-то в школе, потом еще что-то должно. А в раю все уже всего достигли, ничего не нужно. Ни работать не нужно, ничего не нужно. Ужас какой-то, что ж там делать вообще? У каждого будет работа. Какая, если ничего никому не нужно? После этого у всех будет что поесть. Это что, моя жизнь превратится в сугубо все равно я ем и отдыхаю, ем и отдыхаю, ем и отдыхаю. Вы когда-нибудь долго отдыхали на море? Что хочется? Работать потом хочется, хоть что-то делать. А там, когда у тебя будет абсолютно все, и ты не будешь, у тебя не будет никаких желаний, ничего больше делать, ну тогда неинтересно. Я так жил, у меня был год такой, я принципиально ничего не делал. Только ел и на море отдыхал. После этого я могу сказать, самое темное время моей жизни. Почему? Это ужасно. Плавно ты становишься зомби, после этого у тебя день стирается, и ты со временем просто поправляешься, причем холестерин выделяется напрямую тебе в голову, потому что забываешь слова, забываешь годы, день недели, знаете, после этого становишься такой амебиоз какой-то, полуаморфное, одновалентное существо такое, которое ничего не хочет, только разворачивается, переползает там куда-то и все. На этом все заканчивается. Никакой радости. После этого нужно что-то придумать, надо ездить там и начинается. Может быть, ездить на этой, на парусе, там. После этого может нырять, то есть опять ищешь работу какую-то. Опять ищешь на коняке ездить, там, или еще что-то. После этого опять вновь ищешь работу, чем бы заняться, чтобы чем-то заниматься. И тебе говорят, это как в раю, ничего не делаешь. Ну его этот рай, слушайте, это ж невозможно. А здесь попал в ад, сплошные процедуры, понимаете. То в одной кастрюле варишься, то в другой. Я могу вам сказать, получается очень концептуально одно и второе, знаете. Лежал много лет, потом протрубил горн, вылез, там, знаете, дорога в Иерусалим, все стоят, там, знаете, куча касс, автоматов, которые определяют тебя в рай, там, или еще куда. Кстати, анекдот такой есть про ад, знаете, лежат, значит, русские, варятся в котле и кричат, ой-ой-ой, ай-яй-яй. После этого американцы кричат, а после этого немецкий котел, тишина. И после этого там их мешают и у черта спрашивают, а скажите, почему немцы не кричат в этом котле? Он говорит, а дело в том, что в середине котла написано, немец прочитает это сообщение, находясь когда ты варишься в котле, не кричи. Они читают и не кричат. Сейчас люди, которые живут в Германии, истерически смеются, серьезно. Почему? Это особенность немецкого характера, понимаете? Особенность немецкого характера. Если написано «не делай», не сделает. Если написано «сделай», вот хоть убей, сделает. Благодарю, ученица первой ступени соответствует с философией ступени. Идут реальные изменения финансового потока. Собираясь на морской курс, если вы находитесь на точке, при которой ничего в жизни не изменяется, найдите возможности приехать на морской курс. Я вас подтолкну.
чтобы у вас что-то в жизни начало изменяться. Тогда вы как мячик покатитесь, и начнут в жизни происходить яркие, очень интересные события. Я был в религиозной среде, легко с их точки зрения нахожу ответы на все вопросы самых здравомыслящих. Не нужно туда, вы правы, нужно счастливо жить. Я вам скажу, как вообще религия все устроила. Она говорит, тебе плохо, да, это тебя Бог проверяет на веру, верь сильнее. Тебе хорошо, это Бог помог. Получается очень, знаете, очень так по-еврейски, я скажу это слово. По-украински теперь можно говорить. Так все по-украински. Почему по-украински? Я недавно разговаривал с одним мужчиной, он в Германии живет. Он говорит, сделай так, чтобы у вас Верховная Рада начала работать хорошо, очень несложно. Нужно только один закон. И он должен быть популяристический, то есть он должен быть национальный. Я говорю, что это за закон? Он говорит, нужно заставить каждого человека как настоящего украинца, а как известно, украинцы славятся тем, что они безумно обожают борщ и сало. То есть считается, что вот если сказать виски Джек Дэниел, все сразу будут кричать Америка, ирландский виски, Англия, Ирландия, или там скажут водка, Российская Федерация, или скажут там лягушки, Франция, да, а когда скажут сало, что будут кричать? Украина. Почему? Не знаю, но почему-то слово «сало», оно мгновенно с Украиной как-то совмещается. Потому что считают, что украинские люди-хохлы обожают сало. Кто его не любит, просто не все признаются. Конечно же, он говорит, если вы примете такой закон и поставите табуретку перед Верховной Радой, возле двери, то каждый, кто считает себя настоящим украинцем, должен будет, проходя мимо этой табуретки, съесть большой кусок сала, и так каждый день на протяжении года, то у вас в Верховную Раду не зайдет 90%. Я говорю, почему? Он говорит, евреи сало не едят. Вообще, им запрещено, это не кошерно. Он говорит, вот так. Я говорю, надо же, а вы знаете, он в чем-то прав. Вы знаете, он в чем-то прав. Но я не сказал о том, что я противник евреев. Я за. Просто их много в Верховной Раде. То же самое можно с Россией сделать. Вы знаете, если не зайдут, то тогда их можно сразу исключить. Почему? Настоящий русский человек должен есть сало в знак примирения Российской Федерации с Украинской Народно-Демократической Республикой. А Украина должна есть, что любят. А Украина надо вставить стол, и на нем стакан водки и кусок сала с перцем. Все, и все. А если Белоруссия, и картофель. Блюда, объединяющие наши страны. Блюда, объединяющие наши страны. Натертая картошка. Деруны, стакан водки и сало на черном хлебе с горчицей, с хреном, да. Все, и тарелка холодца. Все, и все мирно живем. Надо зарплаты так выдавать. Обязательно тарелочку такую с холодцом. Стоит ли брать на морской курс сало? Да не надо. Стоит ли брать с собой на морской курс сына 13 лет? Очень хочется, чтобы он заинтересовался процессом. Да, можете смело его брать, будет интересно. Огромное спасибо за ответ. Еще вопрос не по теме. Гинекомастия у парней лечится или убрать только хирургические? Нужно проверить пролактин. В случае, если пролактин в норме, можно убирать нашими препаратами трибулус и фитонабол. Здравствуйте, пожалуйста, каким видом бизнеса мне лучше всего заниматься? Захар Хелен. Это женщина. Чем заниматься Захар Хелену? Занимайтесь всем, что связано с приготовлением пищи и продажей готовой пищи. У вас очень хорошо будет получаться. Если работал на Новый год, то можно провести обряды? Можно. Вся в долгах запуталась, замучила чувство вины и страха. Очень стараюсь в новом деле, но делаю новые долги. Подскажите, как исправить? Проходите первую ступень. Я там говорю хорошие слова. Говорите правду. Говорите, нету чем отдавать, говорите, нечем отдавать. Когда отдашь, быстро не отдам. Почему? Доход маленький. Решайте все, решайте. Это страшно, но без этого, из вот этого омута не вырваться никак. Не берите новые долги. Имея старые, новые долги появляются с новой ложью.
Поэтому чем больше лжи, тем больше долгов. Ложь – сопутствующий элемент долга. Там, где есть ложь, всегда будут долги. Я могу по ребенку в возрасте 7-8 лет сказать, он будет в дальнейшем несчастным или будет счастливым. Если не улыбается, если очень много врет, все, будет несчастным человеком. Будут долги, не сможет. Почему? Потому что правдивость – это то, что сразу же выпутывает человека из вот всего. Вы представляете, правдивость, толерантность и желание, возможно, помочь, или как это называется, когда хорошо человеколюбие, да, когда к человеку относишься с позиции, наверное, высокой духовности. Вот когда это все есть, то человек автоматически плавно становится богатым. И вы знаете, в моей жизни были такие люди, которые были авторитетами и авторитетами до сих пор являются мирового масштаба. То есть это душегубцы, благодаря которым они свободно разговаривают о том, как они там кого-то ломиком убили, там, голову отпилили, там, кого-то там в бетон закопали и так далее. Но вы знаете, в той позиции или в том мире, в котором они сейчас живут, это люди, у которых можно сказать, что это люди с высокодуховной основой. Меня это первый раз, когда я познакомился, очень поразило. Почему? Они очень хорошо относятся в своей семье к своей семье. И они решают все вопросы с позиции честности. Вы представляете? То есть там вот этой лжи, полунепонятки, ее нет. Вы представляете? На этом уровне все равно, несмотря на то, что он такой душегубный и плохой, в нем все равно нет обмана. Вот между ними они честные, они отвечают за обещания, они очень целостные, они толерантные, они там достаточно человеколюбивые, хоть это и кажется не так. Но в своем круге они вот эти понимания поддерживают. У них жесткости и жестокости там нет. У них человеколюбие, но при этом обязательно правдивость. Правдивость стоит на первом месте. Вы представляете, честность на первом месте. Если честность на первом месте даже среди этих людей, это говорит о том, что честность в любом случае везде абсолютно делает человека счастливым в дальнейшем. Честность на первом месте. Я хочу сказать, что я сегодня хотел сделать. Конечно же, уже 6-8 часов. Я скажу, что не произошло. Я специально для себя открыл сегодня такую книжечку свою, называется «Мантры и передачи». И я хотел сегодня вот эти все 2 часа посвятить тому, чтобы начитать вам в новом году мантры. Но дело в том, что вопросы Магомед или Иисус Христос, кто важнее, были, я так понял, важнее. Почему? Потому что я так предполагаю, что карма еще мешает некоторым людям изменяться. Поэтому важнее, кем станет персонально один человек и чем заниматься, чем сотни мантр, которые бы я за это время мог прочитать. Так. Вы говорите, что нельзя передавать никому вашу информацию, иначе с нами работать не будет, и будут плохие последствия. А если информация в бесплатном доступе, информация с бесплатных вебинаров, можно это рассказать. Очень хочется помочь брату, у него не лается в деньгах. Спасибо. Все, что лежит в бесплатном доступе на моей странице в YouTube, давайте, мой канал, он называется Андрей Дуйков. Все вот это можно абсолютно безвозмездно даром передавать кому хотите. Можете это все совершенно бесплатно передавать. Это специально создается для людей. Я бы хотел, чтобы люди это получали. Также я благодарен, если есть такие люди, которые распространяют информацию. Могу сказать, наш путь правильный, и вам зачтется, причем зачтется хорошо. Начните что-то делать. Поддержав нашу школу, вы увидите, насколько улучшается и судьба, и там, у близких, и так далее. Этого даже достаточно. У нас очень хороший путь. Внуку 12 лет была травма глаза, сейчас ставят вторичную катаракту. Можно обойтись без операции? Галина Полищук. Ну да, можно. Обратитесь ко мне, я напишу курс. В 2018 году у меня получится приехать на морской курс? Конечно, приезжайте. У меня пухли ноги. Не могу понять, что сделала неправильно. Помогут цифры от всех заболеваний. Смотрите, после целительства, когда я занимаюсь целительством, то происходит убирание токсинов. И эти токсины, они
появляется за счет того, что убираются там какие-то клетки крови, убирается еще что-то. Одним словом, засоряется кровь. Вот мой совет такой. После семинаров целительства обязательно необходимо использовать там энтеросгель, какие-нибудь сорбенты, там поститься в это время очень неплохо. Почему? Происходит мощнейший процесс дезинтоксикации, организм не справляется, увеличиваются тромбоциты и тромбируют потом сосуды. Понятно? Видимо, вы находились, ну вот, в очень плохом состоянии, вот очень в плохом. Подскажите, устроюсь на работу водителем в Польше? Устройтесь. Обряды программирования старого года действуют? Да. Заказала персональный шум, маленькие изобретения начали появляться. Супер. Коля, здрасте. Подскажите, какие книги вы прочитали, и можно сказать, что что после них ваша жизнь изменилась? Вы представляете, я настолько наверное, беспорядочно, вот. Я настолько забыл слово, отлично. Я настолько беспорядочно в свое время читал все подряд. Вот что можно было читать, то и читал. У меня аж тремор мозговой был, если я ничего не читал. У наших родителей библиотека была большая, у соседей, в школе была большая библиотека. Ну и возможность, когда появился интернет, у меня вообще аж заворот мозга был. Потому что вот все, что можно было читать, я все читал. Потом начала цеплять какая-то информация одна. То есть я начал читать все, что связано с маркетингом, мне было это интересно. Вот всем, что касается там альтернативной медицины, современной медицины и так далее. Я вообще могу сказать, что особенность любого состоявшегося человека заключается в том, что он умудряется читать. Почему? Читаешь, мозг тренируется. Это как качать его, понимаете? И смотреть тоже хорошо, но читать все равно лучше. Я считаю, что читать это все равно навык, который придется у себя в дальнейшем развивать. Мне очень понравилась Библия маркетинга. Была такая книга, очень в свое время понравилась. Какого-то знаменитого маркетолога я читал. Она интересна. «Рояль на песке» я читал книгу, она мне понравилась. Мне понравилась Зогар Яцира, Бахир, Бахир книга. Дальше мне понравилась книга Тания, вот, Кингравина. Мне очень много эзотерической литературы нравилось в свое время. Но все же связано с эзотерикой. Я должен был понять вообще, с кем мне придется в свое время сталкиваться и с чем придется сталкиваться. Когда я шел к эзотерике и иду сейчас к ней, я могу сказать, что забег мой достаточно хороший, и я могу сказать, что бегу я достаточно быстро. Поэтому я могу сказать, что у меня уже сейчас написано 13, если считать с картами семинаров на следующий год. То есть я могу каждый месяц давать новый семинар, и они будут совершенно другими, чем те семинары, которые были до этого мной выпущены. Вопрос, где он столько всего берет? Хочу вам сказать, это все нигде не повторяется. Это все полностью созданная для вас информация. И могу сказать, что с годами школа становится лучше. Почему я выложил 2012-2013 год бесплатно? Я считаю, они хуже. А в этом году я проведу 1, 2, 3 и там, до 7 ступени, скорее всего, семинары. Их снова запишу. И все, что было до этого, тоже выложу в бесплатном доступе. Почему? Потому что новые ступени будут еще более эффективными. Понимаете? Вот так. Если нас будет очень много, и люди будут поддерживать школу, будут поддерживать ее в том, чтобы покупали семинары, будут поддерживать ее в том, чтобы участвовать в таких вебинарах, распространяя данную информацию, то в дальнейшем, участвуя в жизни школы, допустим, там, перевести книги, там, распространить книги и так далее, если люди будут участвовать в этом и будут хотеть это делать, то в дальнейшем мне не придется брать за это деньги. То есть мне можно будет в дальнейшем просто бесплатно выкладывать эту информацию и делать все для того, чтобы люди просто ею пользовались. Это прям мечта моя такая, вы представляете. Я бы хотел, чтобы люди прикоснулись к тому, что называется настоящая профессиональная эзотерика. Ведь то, что я даю, ну практически этого нет. То есть везде одно и то же, или высосано из пальцев, или идеи, или гипотезы одного человека, который решил, что вот должно быть так.
но при этом смотришь на жизнь этого человека, и она не вдохновляет, не воодушевляет, и как-то, знаете, не особо хочется так же прожить, понимаете. Я смотрю там на заявление, там человек преподает НЛП, у него целая академия НЛП в Москве, он так красиво разговаривает, знаете, и хоть он говорит о том, что нужно, там, о том, что он очень богатый, он говорит о том, что он очень здоровый, но я-то ясновидящий, я же могу определить, здоровый он или нет. Человек это говорит, у него 12-перстный кишечник больной, заболевания сигмовидной кишки, предстательной железы, импотенция. Развивается сейчас заболевание, когда уменьшается размер полового члена. Извиняюсь, что я это говорю. То есть человек говорит о том, что он лечит онкологические заболевания, а на самом деле он болеющий, страдающий и активно стареющий человек. Смешно. Или человек и о бизнесе. У меня бизнес. Попробовал найти информацию. Какой бизнес? После этого сделал Академию НЛП. Ну, я поздравляю. А где же бизнес? Ну, вот бизнес. Вот перед вами человек, он сделал компанию «Тибетская формула». Вот компания «Тибетская формула» продается в 10 странах мира на сегодняшний день. Достаточно успешно. Есть очень хорошие отзывы там, и так далее, и так далее. 22 страны. Таким образом, можно ли сказать, что на этом гипотетически можно зарабатывать деньги, если ты владелец завода? Ну, где-то да. Тогда можно ли сказать, что этот человек сделал это при помощи эзотерики? Да. А тогда зачем я сделал? Я могу даже сказать, что мне не нужно было этого делать. Потому что если бы я делал это просто проводя школу, я бы заработал деньги и так. Но не было цели. Почему? Потому что как же я могу говорить об эзотерике в деньгах, если у меня нет готового и действующего бизнеса? Правильно ведь, да? А он же должен быть, чтобы люди могли увидеть. Как же больной человек может говорить о здоровье или о целительстве? Как человек может говорить о семейных отношениях, если у него нет семьи? Как он может говорить там ну я не знаю, будь чем, вот о чем я говорю, если он не является доказательством? Я специально выставляю фотографии детей, свои фотографии, там их на ручки сажу. Почему? Чтобы видели, дети здоровые, я рядом с ним счастливый, там все хорошо, не позируем, все по-настоящему. Новый год отпраздновали хорошо. Там жену я свою обожаю, любовниц у меня нету, супер, никому не тянет, знаете, книги я пишу, бизнесом я занимаюсь, везде успеваю. Это не для того, чтобы похвалиться, а просто это эзотерика, которую я использую. Но если она делает из меня, и она работает со мной, то тогда у всех изменяется. Вот Игорь Мочеренко сегодня был у меня начальником охраны в свое время, занимался тем, что ставил в моих магазинах охранников. А сам был вот личным охранником вместе с Сергеем, еще мужчиной. И что вам сказать, ну, он потому что боксер там и так далее. И почему вот Игорь состоялся? Потому что Игорь занимался, сейчас есть свое имущество, за эти годы дом купил себе, машину, сейчас вторую машину купил, там, достраивает что-то, сейчас поехал делать ремонт. То есть можно ли сказать, что человек состоялся благодаря эзотерике? Но до этого там 3 или 4 года бесконечных игр в религию, то есть там молитвы, они силою Бога, силою Громозорга вызывают тучу и так далее. Такая чепуха. Господь со мной разговаривает, аллилуйя, Господь, я тебя слышу. Что он там разговаривает и что он там говорил. Я видел даже такого мужчину, он упал и на полу трясся и кричал: Бог Иисус Христос сказал, что я король королей должен управлять вселенной. Я говорю: вот это тебя плющит, Боже. Что вы там курите, слушайте? Ужас. Почему выбрали, возможно, такого грубого человека, как я? Грубого, сына тракториста, неинтеллигентного, неинтеллектуального, не умеющего разговаривать и так далее. Пути Господни неисповедимы. Это связано с тем, что люди в большинстве своем обычные, понимаете, обычные люди хотят обычную речь. Обычные люди хотят обычную речь, потому что эзотерика должна быть для обычных. Потому что спасти обычного гораздо сложнее, чем спасти высокодуховного там, или какого-то там умного, начитанного и так далее. Вот попробуй помочь обычному человеку. Поэтому ориентировано было обычной речью, с обычными идеями давать необычные вот такие магические системы. Естественно, сейчас много очень говорится о том, что вот там прошлые ступени были и эти ступени. Я вам ручаюсь.
Все это шло вместе с пониманием, духовным ростом, как и у моих учеников, так и у меня. Те ученики, которые занимаются, вот как Игорь Мачеренко, уже 7 лет в школе, вот 7 лет занимаются, они говорят, что да, действительно, новая система, она работает лучше. Она работает лучше, потому что она занимает меньше времени и помогает более осознанно проживать свою жизнь, потому что появились элементы концентрации на философии. Вот. Конечно же, кто-то говорит, да он там бубнит там, и так далее, там не нужно и так далее. Я хочу сказать вот что. Это тоже пример. Ведь не каждый человек может набубнить 30 часов, а потом их за $200 продать. Правильно? А ведь это что же талант нужно иметь, правильно? Человек набубнел, после этого 30 часов, а там каждая ступень по 30 часов, это 7 ступеней, сколько это получается? 140 часов. Набубнить 140 часов и после этого каждую продавать по $200. Этих людей нужно найти, каждый должен был совершить шаг такой, там, ну это... Тоже вот набубните и продайте. Я тоже хочу на это посмотреть. Знаете, как много людей сейчас пытаются набубнить и продать. Там Павел Воля, знаете. Сейчас их очень много. Гламурный подонок, как он себя называет, да. Павел Воля, гламурный подонок, вот пытается сейчас там коучингом заниматься, там что-то делать, понимаете, там Довлатов, Константин, он уже раскрученный, Печева, Николай там всех излечит и вылечит в Санкт-Петербурге, Бибин Игорь, у него достаточно такая широкая аудитория, он очень неплохо, насколько я знаю, там продвигает, но у них нет инфопродуктов, которые стоят $200, то есть там у Довлатова еще есть какие-то инфопродукты, у Печева все дешево. Там Андреянов Александр, Воронов Дмитрий, Пряхина Юля, Ратнер, там, Мамонтов, Мерлин, Свияш, Правдина. Вот у Правдина есть. Вот Правдина молодец, она как инфобизнесмен умудряется до сих пор выдаивать огромное количество денег у людей. Молодец, что же, я восхищен. Тарсунов там очень неплохо, там тоже задвигает за адвайт, знаете, неплохо у него получается. Ну, я почему это все говорю? Но дело в том, что если взять любого из этих людей, вот совершенно любого из этих людей, и после этого посмотреть, вот смотрите, допустим, Тарсунов Олег, эксперт в области личностного развития, поддержки семьи, автотехник, положительного настроя, создания, а после этого пишем бизнес Тарсунова Сергея. Ведь он же говорит о бизнесе. Где он? Где? Ну вот есть у него там институт, есть у него вот разработанная эта система. Где бизнес? Ну, бизнес должен быть. Это инфобизнес? Нет. Где настоящий бизнес? То есть ты говоришь о бизнесе, где твой бизнес? Там Гандапас, отлично, коучинг там и так далее. Где бизнес? Вот Хакамада, у нее есть бизнес, и она там что-то читает. Ее интересно слушать, потому что у нее идеи интересные. Нет бизнеса, не имеешь права. Нет хорошей семьи, не говори о семье. Не живешь счастливо с женщиной, не разговаривай о женщинах, значит, вообще. Почему? Права не имеешь, потому что, ну, не я, к сожалению, или к радости писал эти законы, знаете. Тем не менее, это мое такое персональное мнение. Я не агрессивен, мне все равно. Поль Луи Сулицер «Зеленый король». Очень хорошая книга, рекомендую. Почитаем, отлично. Ваши рекомендации. Подскажите, воспользоваться услугами агентства или своими усилиями устраиваться на работу? Нахожусь в очень стесненных обстоятельствах. Хочу заработать. Спасибо большое. Устраивайтесь, и пусть вам помогает какой-нибудь человек. Сами не сможете. Почитайте мантру. Уже поздно, уже будем домой идти. Мы завтра уезжаем в 9 часов утра с детьми за границу, поэтому поедем сейчас собирать сумки. У нас впереди еще такая веселая ночь. Будем сегодня собирать сумки. Я вам сегодня дам... Если вы сейчас быстро напишите «спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», если вы напишите «спасибо, спасибо», то я вам прямо сейчас 100 мантр сброшу просто в виде сообщения. Вы представляете? Хотите? А вам эти мантры, вы зайдете туда и их просто найдете вот в этой зафиксированной этой системе. Итак, я сейчас прямо сброшу. О, я должен авторизироваться.
Это мантры, которые я сегодня хотел читать. Обязательно на своей странице, где вы будете сейчас, ну вот вы сейчас закончите, и после этого у вас есть ваши страницы в социальных сетях. Возьмите вот это видео, которое сегодня в Ютубе у вас будет лежать, и это видео выложите где-нибудь на своей социальной сети. И напишите там какое-нибудь слово «Я обучаюсь в школе Кайлас» или «Мне нравится школа Кайлас, всем советую». Таким образом, это и будет помощь, резонанс и так далее. Вот, получится интересно. О, вот я отправил. Вот такой большой лист. Он здесь на 5 страниц. Здесь очень много мантр. Они действительно очень эффективные все. Я их очень рекомендую. Их очень много. Они сейчас опубликуются, скорее всего. Очень интересные мантры. Это от меня вам вот такой презент. Все, они напечатали. Скажите, видно мантры там? Что делать, разводиться или что? Сама понимаю, что с этим человеком, конечно, дочка очень любит. Я вам хочу сказать так, нельзя жить с человеком, которого дочка любит. Единственная возможность жить с человеком, это я живу с человеком, которого я люблю. Не живите ради детей. Дочка уйдет, знаете, вы постареете, и потом не будет шанса, не предавайте себя. Это как предательство себя. Нет возможности соединить семью, не нужно мучиться. Делайте смело счастье в своей жизни. Пожалуйста, как правильно пользоваться палочкой зеленой тары от гневных духов. Вы рассказывали, что нужно ставить молоко рядом, их сжигать по одной или можно все 5 штук. Их сжигать по одной, читать полную мантру зеленой тары, тары тутаре, какую-нибудь мантру прочитаю. Ом тары тутаре, туры сарва дуста продустам, мама крите джампаестам паямахеба. Хая хум-хум-хум пат-пат-пат сарва дустам хани туры соха. Можно такую читать. Или вот такую полную мантру зеленой тары. Наму радна трая, намо волокит шваре бати сатвая маха караника это где-то ум тары туры сарва дуста продустам мама крите джампаестам паямахая банхая хум-хум-хум пат-пат-пат сарва дустам пани туры соха. О, какие мантры знаю. Вы их тоже уже знаете, да? Мне очень нравится вот эта мантра «Наму радна трая, намо волокит шваре бати сатвая махсатоя», потому что эта мантра, она делает людей, которые встречают в твоей жизни, такими, что они начинают непременно хорошо к тебе относиться и хотят что-то для тебя сделать. Представляете, она очень хорошая. Также это мантра чистого пути. То есть в жизни исчезают любые препятствия во всем. То есть везде только открытые двери. Она там выложена. Скажите, вот там внизу получилось увидеть эти мантры или не получилось? Ну что ж, если не получилось, значит не судьба. Я попробую еще раз опубликовать. Ну, я так думаю, что они там проявятся. Пока. Ну что, я желаю всем успехов. Приезжайте ко мне на морской курс. Очень интересный будет морской курс в этом году. Что будет в морском курсе в Египте происходить? Естественно, будем работать с деньгами, также будем работать со здоровьем, потому что все 14 дней будут вечером проходить сеансы целительства. То есть там все вот эти обряды с сшиванием сердца. Данный морской курс, он имеет 2 направления. Это открытие канала ясновидения, открытие работы сердца. То есть нужно сделать все для того, чтобы люди, которые будут появляться рядом с вами, начали очень хорошо к вам относиться. То есть это одна из задач, которую я буду ставить сейчас. Почему? Потому что жизнь длинная, и очень хочется, чтобы вас хорошо воспринимал этот мир. То есть далее, после этого морского курса, с кем бы ни встретились, и что бы кто ни сделал, или что бы вы ни сделали, будут относиться к вам хорошо.
Также я уберу то, что называется проклятие сердца, это привороты, отвороты, сглазы там, и так далее, все, что с сердцем связано. Вот эта черствость, червивость, гнилостность и так далее, когда человек сам этого не понимает, но живет по этим принципам, это все будет убрано. Пока еще не поздно, приезжайте на морской курс в Мегавиш. Он очень интересное место, там тепло, как раз сезон манго, 4-разовое питание на протяжении дня, уютное место, мы там будем все заниматься, ну, найдете себе огромное количество и друзей, и найдете, что там делать, там великолепное море, сейчас очень тепло, 28 градусов, температура воды 13 или 14 или 16 градусов, вчера смотрели. То есть купаться можно свободно, отдыхающих там не будет, кроме учеников школы Кайлас, вообще, милости прошу. К нам там очень хорошо относятся, никто нас там не терроризирует, все, кто там находится в этом отеле, все нас знают. Отель охраняется в 2 местах, то есть там люди сейчас без специальной карточки не проникают на территорию отеля. Местное население вообще ни в каком виде туда не проникает. Поэтому в случае, если вы боитесь каких-то там состояний, там кто-то придет, бомбу взорвет и так далее, такого там не может быть. Один из самых охраняемых отелей. Чем интересен отель? Возможно, фойе отеля не очень красивое, но зато самый большой пляж в Египте. Самый большой пляж. Пляж большой и пляж песочный, что для Египта очень большая редкость. Пляж песочный, пляж большой, и у каждого человека, который приезжает, свое персональное бунгало с туалетом, телевизором и мягкой красивой кроватью и кондиционером. Ну это же супер. И это все вдоль моря. Ну так классно, да. Приезжайте. Где смотреть мантры? Если мантры не отправились, значит их не будет. Итак, я сейчас несколько выберу, конечно же. Вот Амитабхи, вот то, что я прочитал сейчас, Амитабая, увеличение мудрости. Вот чуть-чуть я сейчас вырежу каких-нибудь мантр. О, сейчас вот получилось дать вам какие-то мантры. Это мантры мои любимые. Это мантра Амитабхи Авалокитешвары, а также мантра Амитабхи Намурадна Трая Намо Пагавате Амитабая Татагата Ртесам Самбудая Тадьятова Мамите Амитабхаве Митабитренте Митагамини Гагана Китикаре Сарвакальшакшем Карисоха. Она моя любимая. Я считаю, что если человек 1 год читает эту мантру каждое утро, то он обязательно найдет дело, которому посвятит всю свою жизнь. Это на 100% проверенное, у всех так происходило. Вы представляете, у меня учеников много, есть такие ученики, которые умудрялись отчитать 1 год, и там самые невероятные были предпринимательства после этого. Андрей Андреевич, сделайте морской курс не в Египте, израильтяне не попадают по-любому, где угодно, пожалуйста. Возможно, сделаем в Португалии еще. Но там, знаете, опять шенгенская виза, там в Венгрии можно сделать, там шенгенская виза тоже нужна, в Болгарии там шенгенская виза не нужна. Там вот видите, много нюансов таких. В Российской Федерации можно сделать в Российской Федерации, но стоимость проведения морских курсов после открытия моста в Крыму увеличится во много раз, и многим это будет не по карману. Поэтому вы должны мне сказать, где во Вьетнаме длительный перелет, в Индии сумасшедшая грязь, там во Вьетнаме очень дорого, дальше в Таиланде очень дорого, длительный перелет, грязь, понимаете, дальше там Египет неудобно, Израиль очень дорого, Болгария, ну, мест таких мало, потому что не ориентирована на там, найти какую-нибудь базу отдыха, чтобы она могла принять там 200-300 человек, очень сложно. В Украине русские в Украину не едут, в России украинцы в Россию не пускают. Знаете, там много вот этих моментов. Черногория будет всегда. Черногория, как проводился вот этот мини-курс по ясновидению, он будет проводиться ежегодно. Мне очень нравится этот курс Савитур, он будет дальше проводиться и улучшаться. Я буду его каждый год проводить, очень долго. Наверное, 10 морских курсов точно еще проведу в Черногории. Мне нравится место, у нас очень хорошо было выбрано время вот в этом году, когда мы проводили морской курс. Там, кто был,
ну, уйма незабываемых просто впечатлений. Уйма незабываемых. Там очень красивое место Святого Стефана, отель в этом Святом Стефане. У нас очень хорошие поездки были. Ну, вообще, очень теплая группа была. Все-таки на ясновидение приезжают люди, уже прошедшие там 3, 4, 5 ступеней. И как-то уже никто не выясняет отношения, никого ничего не интересует. Уже нету таких, кто там нервничает, орет, закрывается, там храпит, напивается, дерется, исчезает, там тонет и так далее. Там, ну, уже это когда новички приезжают, то они сгоряча могут там нарубать всего. А когда уже такие люди, которые уже в теме, то всегда очень приятно. Потому что мы обнимаемся, ну, как-то очень близко друг к другу относимся. В общем, очень хорошо. Подскажите, когда моя дочь выйдет замуж? Выйдет замуж в 2020 году с сентября по октябрь. Тунис есть напрямую организатор, помогу всем. Тунис не очень подходит. В Тунис не могут ехать люди из Израиля, тоже не очень подходит. О. Я желаю вам удачных выходных. До свидания. До встречи 1 марта. 1 марта я приезжаю, приезжайте ко мне на морской курс. Часть из морского курса будет записана и потом выложена тоже бесплатно в интернете. Также хочу сказать, что я, скорее всего, объявлю о победителях наших видео отзывов по новогодних поздравлений и видеоотзывов немножко позже, аж в марте. Поэтому можете смело до марта месяца записывать еще ваши отзывы, и мы проведем в дальнейшем выбор этих отзывов, потому что отзывов получено достаточно много, а вот времени на то, чтобы подготовить их, было мало. Ну и праздники помешали. Поэтому вы можете оставлять отзывы, они все сохраняются у меня либо в YouTube, либо я их скачиваю, и в дальнейшем выберем призера и наградим его $1000. Скорее всего, призеров выберем несколько, потому что так получилось, что сейчас каждый отзыв, и после этого полчаса рыдаешь, понимаете? Я не знаю, у нас есть девочка, которая на телефон сняла такое видео, да? Ты видела, да, это вообще, девочке 11 лет, она отрежиссировала это все, заставила взрослых произнести там все, повырезала из других фильмов, там оленей, там еще что-то, там прям вот сценарий фильма, знаете, прям настоящее кино, с логическим началом, в середине с каким-то началом каких-то событий, интригой и в конце с решением этого всего. Потрясающе вообще. Нет еще, но выложим. А у кого? Ну, Инга Комод дала видео. Она сбросила на почту Таня. Понятно. Очень интересно. Я обязательно выложу, это потрясает. При этом ребенок сам это сделал на телефон, вырезал на телефоне, сама это записала, знаете, и там наложила музыку, крупные планы и так далее. Текст, да, заставила сказать, вы представляете, там главный режиссер, она, и там музыкальные сопровождения, она, и там редактор, она, а после этого в главных ролях мама и тетя, и брат. Ну все, до свидания, приезжайте на морской курс.